Здоров, здоров, ребят. Ну что, продолжаем проходить РДР 2. Поехали. Что тут говорить? Все уже уговорено давно. Уговорено. Так, погнали. Да, подтвердить, естественно. Сегодня, по идее, мы что, будем в основном делать сюжетки. Да, в принципе, и все. Я тут покатался, снова денег раздавал. Пооткрывал всякие карты сокровищ и так далее. 3900 где-то я заработал на всем этом, про всем, так сказать. В принципе, это неплохо. Так, у нас тут неподалеку мужичок. Альберт Мейсон. Давай, наверное, к нему мы и дернем. Пока он не закрылся, так сказать. Он работает, я так понимаю, только днем. Так, и тут у нас что, должники всякие. Ну, в общем, это все вот там, вот на том пятаке. Больше у нас заданий никаких. Поехали к мужику. Я тут как раз возле скупщика оказался. Ненароком золотишко ему решил сбагрить. Ну и как бы норм. Да, я хочу сохранять. Автосохранение, мать его. Каждую загрузку игра почему-то об этом спрашивает. Видимо, она переписывает то, что я сам самостоятельно сохранил. Ну, как говорится, джага-джага. Так, тут у нас что? По-моему, если я не ошибаюсь, этот мужик решил с крокодилами повидаться. Фига лошадка, иго какая быстрая. Ну, это арабский скакун, мать его. Он тут косарь в этой игрушке стоит. Это самая дорогая лошадь. $1050. Я же говорю, то, что я его не зря ловил 30 минут тогда в снегах. Дело того стоит. Казалось бы, что-то. Ладно, пойдем потрещимся. По-моему, замут с крокодилами будет. Как вижу, вы еще живы, мистер Морган. Как вы? Судя по всему, несъедобный, а в остальном все хорошо. Как продвигается работа над проектом? Ну, это рай на земле, а я преданный слуга Господа. Хотя, возможно, не самый талантливый. Я уже несколько недель пытаюсь запечатлеть красоту и грацию диких лошадей, но эти шельмы постоянно убегают от меня. Это серебристо-пегая лошадь в яблоках. Я знаю, красавец. Только ко мне, разумеется, и близко не подходит. Видно, чует мою глупость. Может, мне его подогнать поближе? О, это было бы кстати. А вам не трудно? Я чувствую себя таким недотепой. Хорошо, ждите здесь. По крайней мере, в этот раз мне не грозит что-то там. Ну, чтобы его там замудохали. Ясно. Не с крокодилами. С крокодилами, значит, конкретно в болоте будем тусить. Сейчас задача... Подожди, а че я не на своей? Я могу прям на своей сесть? Нет. Подожди, нет, по-моему, могу. Ну-ка, шить, плотва, иди-ка сюда. Мы на своей примчим. Тут сейчас надо будет просто аккуратно подойти к лошадям. И, возможно, ее хомутать маленько. Но, скорее всего, не садясь на нее. Это, по-моему, несложное задание. Главное, аккуратненько, не брыкая, подойти, короче говоря, к лошадям. Не шуметь. Сделать все, ну, так же, как вот я этого скакуна ловил. Примерно точно так же все нужно и сделать. Так, лошади. Здравствуйте, товарищи лошади. Садитесь на лошадь все равно. Какая музяка воинствующая. Прям как это. Как будто я сейчас на войну иду с ними. Так, и чё? Гоните лошадей на равнину. А, даже не надо их седлать. Какая равнина? Ага. Оставайтесь позади их стада.
Надо просто орать на них. А, и мужик просто их сфоткает, что ли? Слушай, это еще проще даже, чем я себе вспоминаю. Походу. Главное, чтобы их животные всякие дикие не спугнули, и будет норм. Но они вообще не торопятся, но я тоже не тороплюсь, они хотя бы так разбегаться не будут. Сейчас спокойненько их притащим туда. Тихо, лошадка застряла. Ты чё там? Ну-ка, сбивайтесь в стаю. Хотите, говорить, что вас сфотографировали? На паспорт, ёпта. Пошла! Снова себя каким-то пастухом ощущаю. Сделаем вас знаменитыми. Как в ТикТоке, ёпта. Дождитесь, когда Мейсон сделает снимки. Так он далековато еще, вам не кажется? Ну, норм. У меня получилось, да! Направляйтесь к Мейсону. А я думал, нужно было какую-то лошадь будет оседлать прямо и прискакать к нему, там, или в полете, чтобы он меня сфоткал, я не знаю. Может быть, даже придется раздеться, думал, догола, там, и скакать на лошади, светя яйцами, так сказать, и лошадиными своими. Ну ладно, подвезло, так сказать. Вы гений. Нет, но я умею ездить верхом. Ну, по моим меркам, это уже признак гениальности. Вы слишком любезны. Ну как там обстоят дела с фотографиями? О, все прекрасно, вот. Я сделал снимок волков до того, как они попытались нас съесть. Это вам. А вы молодец. Спасибо. Берегите себя, мистер Мейсон. И вы тоже, сэр. Угу. А нахрена мне этот снимок? Давай посмотрим. Я же его не смогу ничего с ним сделать. Просто трофей. Ну, с ним еще будет задание. Так, где Пла-Пла? Фить-фить-фить-фить. Он там воду жрет. Иди сюда. Лошадка у нас сытая, так что... Ты чё? Хватит с мусорки жрать. Иди сюда. Ты чё, ебанутый? Я туда не бегу, она убегает. Я за ней, а она от меня. Она что? А я все. Так, ну и чего? Больше заданий никаких. Получается, в середине карты уже, наверное, заданий больше не появится, так чисто. Можно выбить еще бабла немножко. А потом основные квесты делать. Ну, давай, Гавин Хьюз. Пошли к нему. Нахер по мостам скакать. Пойдем по бездорожью. Что-то как-то пустенько тут. Оба городов каких понаставили. Но потом, когда мы проберемся в Сен-Дени, там наоборот будет просто по улицам не протолкнуться от людей и так далее. Повозки всякие. Я уже тут немного заезжал в этот Сен-Дени. Ехал как-то тут по дороге. Мужик еле плетется на лошади. Потом с лошади падает, орет то, что у него рука горит. Я его раз на жопу коню сажу. Доезжаю. Мне, говорит, в Сен-Дени надо. К доктору. А вот я его на коня. Едем мы с ним, значит, в Сен-Дени. Затаскиваю его к врачу. И врач начинает ему руку отпиливать при мне. Ты, говорит, если что, уйди, если тебя не это. Жутковатая эта картина. Я постоял, посмотрел, пока он, короче говоря, ему руку отпиливает. А говорит, что делать? Гангрена, другим мы лечить не можем. Ну вот. Позырил, значит, как ампутация происходит в игре. И поехал. В Сен-Дени больше я ничего не делал, но там до хрена всяких побочных квестов там. И с Николой Тесла будет
Кстати, интересные тоже квесты. Точнее, по-моему, даже не Никола Тесла, но как бы разрабы, чтобы им не предъявили, его просто переименовали, по-моему, так. Девальфо от bmd.gg. Добрый вечер. Угу, здорово, Вольф. Вот, ну, проток и Франкенштейна самые такие забавные. Тихо, 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 тихо. Кто-то там, Девальфо от где-то тут. bmd.gg. Добрый вечер. Добрый вечер еще раз. Значит, ты, говорит, враг штата. Ты кто такой? Какие-то бандюги. Ты смотри, ну-ка давай, подзаныкаемся. Ну-ка, Гюль, читай. Открой личика. Где второй? Третий, точнее. Одного я уже как-то успел увидеть. Девальфо от bmd.gg. Первый раз была щепетка. Бывает. О, вот он. Ни одного, смотри-ка, не попал. Вольвуд это типа деревянный волк. Сука, ты дохнешь, нет? Так, ну, по крайней мере, я себе карму не попортил. Бывает такое, что какие-то бандиты что-то замышляют. Это рычаг. Угу. Вот какие-нибудь бандиты что-то замышляют. И они, короче, начинают убивать или еще что-нибудь. Короче, ты бандитов можешь манать, а вот таких вот граждан нет. Из-за этого можно попортить себе карму. Поэтому мы убиваем тех только, кто меня пытался тоже, соответственно, завалить. Лекарство. Вот этого мы не шманаем. А у того труп пропал. Тихо. Он где-то рядом тут, по-моему, плавает. Нет, пизду. Я не буду заходить в воду. Тут, возможно, крокодилы кровожадные пасутся. Там крокодилы, львы и гориллы. Сон и пантеры. Заросля ждут. Если ты смелый, ловкий, умелый, нахуй они идут. Парам-парам-пам. Вот подобными, по-моему, только всякими мини-событиями можно себе карму поправить. Кстати, которая уже почти в положительную сторону больше склоняется. Если у тебя карма ближе к положительной, то в целом окружение вокруг тебя будет тоже меняться на более положительное. То есть, скажем так, лучше к тебе люди относятся, прохожие и так далее. Больше дел каких-то положительных может появиться. Квесты дополнительные тоже открываются, когда ты особо не косячный. Ну, типа, буйный, блядь. Поэтому лучше вести себя хорошечно. Дача попросил он не использовать оружие или чинить беспорядки в роуте. Да, говно вопрос, мужик. Мы не косячим. Я сама доброта. Тут у нас вот еще скупщик. Ну, мне ему, в принципе, продавать нечего, недавно там был. Ктулху обыкновенный. Это что за зек тут стримит? Зек. Обычный уголовник. Кстати, да, надо будет как-нибудь сходить в парикмахерскую. А то я что-то заебался 2 месяца там себя подстригать. Опять
как не приедешь куда-нибудь, вечно лошадь насрет. Хорошо за это, блядь, не предъявляют. Так, у нас это гробовщик, с которого надо выбить долги. И дверь закрыта. Все еще как-то не так. В смысле? Ктулху обыкновенный. За педофилию, наверное, отсидел. Да, наверное. Я точно не знаю. У меня никогда не получится. Чего у меня не получится? Гроб сделать? Гвин Хьюз? Если у тебя нет денег, которые ты должен Леопольду Штраусу, можешь начинать и для себя ящик подбирать. Но мне нужно еще время. Как и всем, правда? Вот этот гроб тебе подойдет, или другой хочешь. Стойте, стойте, стойте. Я могу их достать. Но, как бы... Пойдемте со мной в церковный двор. Бля, я бы с ним не сходил. Не отставайте. Он какой-то странный. МР. Тостер. Уголовник обычная одна штука. Смотри. Сболтать не смешивать. Ну, видите, неправильно. Брать деньги в долг и не возвращать их. Полагаю, вы правы, но... То, что мы будем делать, не совсем правильно. Слушай, не ты первый засунешь шляпу в ящик для пожертвований. И не ты последний. Подумай о том, что церковь всегда брала с бедняков больше, чем ей требовалось, и успокойся. Ну, как я сказал, вопрос нравственности этого предприятия немного сложнее, чем вы думаете. Что-то я припоминаю это задание. По-моему, мы сюда еще не раз вот к этой церквушке будем возвращаться. И тут какой-то как раз с этим гробовщиком будет замес. Он то ли могилу будет копать, то ли что-то такое. Ладно, ты иди в церковь, а я по караулю. Понимаете, это не внутри. Я выкопаю мисс Клейпол. Господи Иисусе, понимаете, у нее есть украшения, которые сейчас на ней. Короче говоря, будем сейчас заниматься эксгумацией. То есть выкапыванием трупаков. Ну давай, копай, чё. Йоу. Вон там могила. Походу одна из свежая какая-то. Черт возьми. Че ты забыл? Там люди. Блять, а что ты хотел-то возле церкви, блядь, днем? Ладно, слушай, нам надо их выгнать, и я пока тут подожду. Только не силой. И что он предлагает? Не стесняйся, никого же нет. Только моя тетя. Твоя тетя все поймет. Это неуважение. А что насчет неуважения к настоящей живой женщине? Прямо перед тобой? Да. Мы можем просто пожениться, как нормальная пара. Пожениться? Ну ты и размечтался. Убирайтесь отсюда, поживее. Пошли. Я знал, что нам стоило подождать. Дела отлично. Отлично. Просто замечательно. Тут пытаюсь труп выкопать. Че оно? Могилу лижет. Ну, все заросло. Обаять, разозлить. Ну, давай попробуем обаять. Что мы, не на Диком Западе? Мэм, вы не могли бы покинуть церковный двор? Сейчас тут будут ремонтные работы. С удовольствием, здесь пора прибраться давно. Вернитесь к Гвину. Что-то как-то они все охотненько так разошлись. Баба, наверное, долгое время сидела возле могилы, это что-то ругались. Он просто как педобил, подошел, всех разогнал. Все чисто. Ну ладно, теперь идите к воротам. А я приступлю к эксгумации. А Ктулху и тут безобразничает. Встаньте на страже и не дайте горожанам зайти на церковный двор. Добрый лайкос, дружище. Здорово ты, Кварец. Пожалуйста, присмотрите за воротами, ладно? Кварец. Чатик, привет. Чатик, поздоровайтесь с тыкворезом. Че надо ему? Давай в тот круг зайдем. Вам нужно следить за воротами, чтобы никто не вошел. Тихо, там как раз баба идет. А ну стоять, незнакомка. Обаяем. Простите, церковный двор закрыт на ремонт. Понятно, давно пора. Тут не мешало бы навести порядок.
Да. То есть люди Да, идут, Влад Павыв. Привет, ты Кворец. то есть люди идут, подходят, видят какого-то мужика с оружием. Он говорит, у нас ремонтные работы, заебись. И все. И тут же поворачиваются, верят на слово и уходят. Хотя никаких визуально ремонтных работ не происходит. Хоть бы сделали какой-нибудь фиг. 2 лопаты бы воткнули куда-нибудь. Одну в мужика, вторую в могилу куда-нибудь, я не знаю. Так, ладно, все, опять стоим. Опять кто-то прется. Мы, короче, на ресепшене. Ага. Так, обаяем, мы не будем ругаться. Джентльмены, церковный двор закрыт. Да мне плевать, чего у тебя там закрыто. Нам нужно тихое место. Видал этого, а? Добренький какой нашелся. mr.тостер. Так Кворец, здравствуй. Давай еще раз обаяем их. Слушайте, мы закрыты на экскавационные работы, так что не могли бы вы... Нет, я вот ни капельки не могу. Вы делаете свои дела, а мы будем делать свои. Че, в ебучку дам просто и разбежитесь нахуй. Проклятый харист. Убирайтесь отсюда, парни, или вам самим понадобится священник. О, раз не понимаю. Да, отлично слышал, говорит. Понятно. Ну давай надаем им пиздюлей. Только шапочку потерял. Блять, а хули они вдвоем меня удохнут, я ударить не успеваю. Так, первый улетел. Ой, обороняемся. Сука, ведь колено он умеет, да? Ах ты пидор какой. Худощавый. Ебашится хорошенько. Тихо, 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 тихо. Все, уработал. Надо хоть шапочку поднять. Черт, надеюсь, он закончил. Знаете, как дела у Гвина? Не будем их шмонать, пусть они лежат, короче. Угу. Я хоть свою шапку-то взял. Ну да. Шмонать мы их не будем, чтобы не предъявили, если что. Правда, такое палево, пиздец, там один на руку на забор повесил, второй тоже как бы довольно-таки не шибко улетел далеко. Он у него тоже рука торчит из забора. Ебать, ремонтные работы вообще в тему, нахуй. Ну ладно. Надо что-то сожрать. Что-то меня покуцали маленько. Надо было больше защищаться. Так. Чему бы рыбу не сожрать? Че, я зря нажаривал просто так. Че ты там начал копать-то? Что ж, вот то, что я должен. Простите меня, мисс Клейпол. Клейпол. Что ты там нашел? У нее была брошь, на вид бриллиантовая. Заберите бриллиантовую брошь. Ни хрена он там задолжал прилично. Сойдет. Давай, проваливай, пока тебя не увидели. Долг возвращен. Я не верю, что пришлось все это делать. Да, мне как-то похер. Ладно, ну что ж, я пошел отсюда. Блять, я тоже пошел как бы. Нахер полиция возле грязного чувака и вырытые могилы. Странно, я думал, они хотя бы до вечера дождутся. Что-то я вот такое припоминаю. Может быть, я в прошлый раз просто к нему вечером пришел. Поэтому все это дело как-то по-другому происходило. Так, ну и что? Надо, типа, долг, я так понимаю, вернуть как-то. Отнести обратно к нашим в казну. Угу. Ограбление дома Шон. Нет, спасибо. Нахрен эти побочки. Там просто, скорее всего, надо будет прийти в дом, как бы его обчистить и по-тихому свалить баблом. Это дает игра таким образом. Таким образом игра дает просто разжиться деньгами. Но так как бабки есть, зачем эти побочки? Шериф Грей попросил вас, зачем как-нибудь снова зайти к нему? То есть 2 задания задачи. Мистер Пирсон. Новый вопрос о правах женщин. Кстати, про феминисток. Давай-ка мы вот это задание прикольнем.
Посмотрим, что у нас эти шестюганы, блядь, женского пола придумают. А мне что-то такое помню, там, блядь, митинг будет. Мохнатых телок. Где это, плотва? Эй, плотва. Получали. Уехал брат к сестре на вороном коне. За шерифа там, по-моему, надо будет опять кого-то схватить. Поймать. А третье задание, это надо типа на какую-то ферму одной из воинствующих племен приехать. То ли бабу выкрасть. Кто такие? Че надо? Неразумно путешествовать в одиночку в этих краях, особенно с такой рожей, как у тебя. Угу, наезжаем, да, значит? Попробуем разрядить обстановку, а не мочить. Нам же нужно это. Мне не нужны неприятности, я просто проходил мимо. По-моему, тебе не помешает парочку томаков, чтобы в голове прояснилось. Так, если он драться лезет, сразу валим. Будь умницей, не умничай, ясно? Надо дать просил не косячить. Это может типа серьезно повлиять. Да, Влад Павлов играл в Archer 6. Нет, Far Cry 6 не играл. Я, короче, проходил первую часть давным-давно. Ну, когда, блядь, еще подростком был. Первую часть проходил до середины. Ну, до того момента, как монстры появятся. Вторую вообще не видел. Третью прошел полностью. Четвертую где-то поиграл до четверти игры. Остальные части вообще не пробовал. Не знаю, они, по-моему, все одинаковые. Тебя пытаются чем-то занять в этих играх. Но по сути ты сам себя как-то развлекаешь. Одинаковые активности. Даже карты местами в некоторых играх одинаковые. Типа Far Cry Primal это взятая карта, по-моему, с Far Cry 4. Только там эти животных поменяли и все. Как-то так. Не знаю, Far Cry в принципе серия не особо интересует. Когда-нибудь, может быть, и полобаю, когда она совсем мне, наверное, скучно станет. Тогда, может быть, займусь, а так пока желания особо нету. Так, куда нам можно слить бабло? Я же вроде собрал долги. О, стой, я вижу. И вот тут еще. Этот чувак. А, это Мика. Мика, наверное, полобать хочет, раз он за столом сидит. Ну, сейчас мы к нему подойдем. Давай с деньгами поделимся. Надо ли, может, там что им купить там или так далее. Чтобы дач был доволен, так сказать. Отдать все долги. $33, $4, 40 баксов. Ваша доля $4. То есть я гоняю, блядь, по всей карте, чтобы $4 заработать. Вы серьезно? Так, учетная книга. Угу. Давай следующая страница. Что-то как-то не густо, конечно, убрать информацию, купить. Это пока не надо покупать. Это можно. У них, короче, жратва закончилась. И боеприпас. Давай посмотрим, что там еще есть не купленное. Тут все. А ну, давай, наверное, сольем немножко денег. Хотя это как бездонная бочка. Я ей предметы отдам. Отдать предмет. Угу, которых нет. Только ручка. Не знаю, зачем я с собой ее таскаю. Давай денег хотя бы дай. Не знаю, 10 баксов им отсужу просто.
15. Еще не 16. 15. 99. Со скидкой, ёпта. Еще не добр. Пусть пользуется. Плюс карма. В принципе, так можно каждый день подходить, просто по 10 баксов кидать, короче, и повышать себе карму. Лайфхак, короче говоря. Здорово, пацан. Так, посмотрим, что Мика хотел. Мика. Играть в филе в 5 пальцев. По-моему, если ты играешь в какие-то настолки, сначала домино, 5 пальцев и так далее, а потом в целом у тебя еще в какой-то квест это все дело перерастает, но я уже в домино просрал, так что не вариант. А, это не буква Д, это П, это Пирсон, Артур Морган. Можешь говорить, что тебе задумается. Но я предупреждаю, если в ближайшее время отсюда не выберусь, если не прекратишь на меня шикать, я убью именно тебя. Иди сюда, морячок, я тебя порежу. Берите нож, дамочка, иначе лишитесь руки. Да что с вами обоими? Всю жизнь рогать овощи я не собираюсь. Ой, извините, мадам. В вашей подушке было слишком мало пуха? Нет, мистер Морган, я не против работы, но я хочу настоящую работу. А готовка это не работа? Бунтует баба, короче. Мы с мужем работали вместе. Всегда. Я работала в поле. Я могу охотиться, управляться с ножом, могу стрелять. Но я предупреждаю, если оставите меня здесь, я сниму шкуру с этого жирного енота и соскляпаю из него ужин. Захлопни пасть, сумасшедшая крикливая бабенка. Прекратите оба. Ну пошли со мной. Хочешь выбраться отсюда? Наравне с мужчинами? Ладно. Но мы не только охотимся, мы еще и скрываемся. А те, кто охотится на нас, ну у них оружие тоже есть. Я смерти не боюсь. Это хорошо. Вам что-нибудь нужно, мистер Пирсон? Мы с миссис Адлер немного прокатимся. Да, конечно. Вот он список, и не могли бы вы отправить это письмо, раз уж вы туда едете? Конечно. Пошли, принцесса. Ну что ж, ты идешь, женщина? Женщина, как он ее подчеркнул аж прям. Значит, меня повысили из средств овощей до походов за покупками. Заткни свой рот. Грязная феминистская шлюха. Кирера и Лай. Хаюшки. Лайк поставил. Здорово, Зарядился Кир. позитивом на стрим. Здорово, Кирилл. Ты сегодня тоже стримишь? Ты, говорит, уже остыла? Ну да. Я же не посудомойка. И не собираюсь подчиняться этому потному недоумку. Ну, каждый из нас должен вносить свой вклад в общее дело, принцесса. Где это письмо? О, ты теперь читаешь его почту? Значит, грабить и убивать это нормально? Но читать чужую почту за гранью дозволенного? Держи. Дорогая тетушка Кэти. Ну ты даешь. Я уже давно не получал от вас вестей, и поэтому молюсь Господу о том, чтобы ваше состояние не ухудшилось. Трам-пам-пам, скукотища. А, секунду, вот послушай. С тех пор, как я получил от вас последнее письмо, я много путешествовал. Да, пройду Dead 1. И даже прославился. Я предупреждаю ваш вопрос, и все еще женился. Но, уверяю вас, дело не в недостатке невест. Dead Space, кстати, отличная игрушка, надо будет тоже как-нибудь полобать. Первую, да, часть? Я вот все жду ремастерить, когда выйдет. Я думаю, он будет крутой. Главное, чтобы работал хорошо. А не как, блядь, GTA. Он хоть раз говорил с женщиной, за которой за это не платил. Да брось, каждый из нас прячется за словами. А это что? Вернуть Тациту Килгору? А, ты об этом? Это идея дачи. Те письма отправляются одному и тому же адресату. Когда перемещаем лагерь в другое место, Штраус отправляется в город. С какой игры у тебя начался первый стрим? Первый стрим с игры Days Gone.
с Days Gone, короче, но там это какого там... Я только учился со звуком и так далее, я эти стримы поудалял. По-моему, они у меня висят еще в группе в ВК, но там совсем все плохо. Так что я их решил снести. После Days Gone я проходил этот, как его, 7-й Резидент, но его я тоже, наверное, скоро снесу, потому что буду, скажем так, в более лучшей обстановке его проходить заново. Я тогда еще стримил. Первые стримы с 4-й плойки у меня выходили. Тацита Килгара, но я не успевал прочитать. Давай письмо сюда, пора заняться делом. По-моему, мы не только одно письмо везем. Скорее всего, мы будем кого-то мочить. Про феминисток, наверное, чуть позже. Что-то такое припоминаю. Тут баба в стрельбе будет помогать. Ты играл в Хитман? На канале есть Хитман, по-моему, какого? 16-го и... Ну, короче, первая и вторая часть. Вот эти вот, которые последние, трилогия, то, что выходила. Вот эти вот есть на канале. Но я еще давно проходил Blood Money, Absolution. И как-то еще в детстве мы у кореша играли в просто 47-го. Ну, то есть самую-самую первую часть. Другие части я, по-моему, не проходил и даже не видел. Если видел, то я этого не помню. Так, и чё? Мы приехали. О, чуть в говно не наступил. Ебать, сколько... Нет, я наступил в говно. Так, и чё мне надо делать? Почему он постоянно смотрит на нее? Чё, дура? Залезть обратно в телегу. Так, ладно, давай обратно в телегу. Хотя я стоял в кругу. Поезжайте к магазину. Блять, так вот он же магазин, там где мужик стоит. Надо, видимо, припарковаться, короче, получше просто. Да, Влад Павлов. Ассасин пробывал проходить какую-либо часть. Assassin's Creed я проходил вторую часть. Она мне дюжу зашла. И Brotherhood. Как-то давно я покупал самая первая, наверное, игра, купленная на плойку, именно в цифре, это Assassin's Creed Unity. Прошел вообще чуть-чуть. Бля, почему-то очень чмошно карета, блядь, и подъезжает к этому. Давай объедем здание. Вот, другие ассасинов я не играл. Ну, какой у нас план? Я стреляю в продавца, а ты... Нет, ты спятила? Но я думаю, что мы бандиты. Бандиты, но не идиоты. Бля, бабам вообще, у нее башка отсутствует. Вот почему баб не берут на... Вот эти вот ребята не берут с собой баб на ограбление. Пушку достала, блядь, в городе прям люди ходят. Чама говорит, ограбим его. Заебись, вообще мозги отсутствуют. Assassin's Creed тоже, в принципе, мне... Вся франшиза, ну как бы так, они одинаковые, я тоже считаю, игры. Они в чем-то различаются, у них разные истории, разные задания, но в целом ты занимаешься там одним и тем же, из серии в серию. Если ты типа поиграл, допустим, в Assassin's Creed Unity, то ты, получается, поиграл и в Одиссей, и в Вальгалу, и так далее. Там просто меняется облик персонажа, меняется задний фон. В принципе, все. А игры стоят как сбитый Боинг, они там конвейерное производство, ну такое себе. Не любитель Assassin's Creed и Far Cry. Юбики в этом плане вообще обосрались, я считаю. Им надо что-то делать и более продумывать миры там и так далее. Пускай бы они вот лучше с Rockstar, блин, пример взяли, как надо открытые миры творить. Ну, на самом деле. Какой мир у того же самого Assassin's Creed Odyssey и какой открытый мир у RDR 2. Юбики
должны это понимать, но им похер, им лишь бы бабки стричь и выпускать как можно чаще и больше игр, хоть они и будут друг на друга похожи. Но пока народ это хавает, пока народ покупает этот конвейер, они так и будут продолжать вставлять в свои игры монетизацию, доп. Контенты всякие, чтобы люди покупали, магазины включают в игры. Пока народ платит, это будет происходить. Я думаю, что это зря. Ладно. Мы грабим идиотов, которые обкрадывают. А если просто пытаться заработать себе на хлеб, значит ты пойдешь туда и купишь для нас еду. И никакой стрельбы. Ты уверен? Да, на этот раз время для убийств скоро настанет. А ты что будешь делать? Пойду проверю почту, и ничего особенного. Просто доберитесь до почты. Ща баба стопудово там накосячит. Из-под юбки вытащит ствол и начнет орать там. Это ограбление, вся херня. Надо было вообще у нее пистолет забирать. Надо в саму дверь зайти? Или подойти? А, с клерком надо потрещать. А он с той стороны. Подожди. А если я его сюда позову? А, ну, норм. Он ко мне все-таки подойдет. Отправить почву. Цена переступки $0. Смотри-ка, бесплатно. Радость-то какая. Ладно, без проблем. Спасибо. До свидания. И вам не хворать. Бабы нету. Я не вижу ее на повозке. А, нет. Он родился вообще синюшным. Я стараюсь. Старайтесь еще серыми. Такая сучка прикупила шмоток себе. То есть, короче, нас отправили за продуктами. Это транда. Взяла себе, купила шляпу, кобуру, штаны купила себе. Ах ты какая гнида, блядь. Общие деньги транжирит. Ладно. Ну и чё? Вот так вот бери баф с собой в магазин. Спасибо. А вот это вам. Еще и на чай дает. Спасибо. Но если не хотите, давайте обратно. Господи. Мне не нужна была эта чертова помощь. Ладно, залезай, я почти закончила. То есть вот этот ящик, как будто бы баба в жалоб могла бы принести. Или вот там вот 4 мешка. Я все сделаю, Артур, залезай. Залезай. Я думаю, если бы она хотя бы мешок один подняла бы, у нее бы, блядь, матка упала просто на пол, да и все. Может, ты сядешь? Хорошо. Ну же, леди, поскорее. Мне нравится Сэдди, а не леди. Я знаю. Так, баба ведет. Ну что, ты все купила? Вроде да. Ну и кое-какую одежду, да? Не начинай. Я буду носить все, что захочу, черт подери. Я же говорил, мы с мужем всю работу делили пополам. mr.тостер. Замерзли ноги, одел теплые носки. Держу в курсе. Хорошо, спасибо. Обязательно держи ноги в тепле и меня в курсе. Я не знаю, у меня дома жарко. Я вот босиком сижу и, блядь, нихуя очки, носки не нужны. Кинопредира. Спи, блин. Утром 3-я смена с утра. Хорошо. Сейчас я уже ложусь. И говно на переднем плане. Я не была такой милой женушкой. Не сомневаюсь, теперь у тебя вид что надо. Скоро начнешь курить сигары и играть на губной гармошке. Знаешь, я ведь раньше играла на гармошке. До того, как мой дом и все в нем сгорело дотла.
Я знаю. Мне очень жаль. Ты знаешь, о чем мне? Может, присмотрю для тебя другую. Губную гармошку, я так понимаю. Мне жалости не надо. Просто обращайся со мной как с равной и знай, что у меня больше никто ничего не отнимет. Только не убивай нашего повара, пожалуйста. Фишка про феминизм сейчас обсуждается. Так, привет. Что вы тут замышляете? Грабители. Просто едем домой. Это земля налетчиков из Леймана. Если хочешь проехать, плати налог. Не говори соседи. Это земля... ну это вряд ли. Вы так не думаете? Может, остановитесь прямо сейчас? Остановиться? Именно это я и сказал. А что скажешь на это? Баба их сама, короче, убьет, да, походу? Отразите нападение бандитов. Давай, блять, отразим. Одного ёбну, главное, короче, лошадь не замочить. Нас хотели ограбить. Еще один. Так, ну давай где-нибудь заныкаемся. Ах ты курва. Так. Хорошо, блин. Я карабина не взял с собой. Давай, зарядимся нормально. -1. Второй. Третий. Тут, походу, не умер до конца. Вот как, их уже немного осталось. Еще один. Так, давай поближе подберемся. Походу, я до него просто не достаю. Можно поспокойненько сесть, перезарядиться. Видимо, баба их не убьет. Блин, надо было правда карабин брать. Знал же, что будет перестрелка. Ладно, кто-то убежал. Все что ли? Давай, наверное, просто не будем собирать с них ничего. Но патроны хотя бы поберем. Или надо попробовать ограбить. Давай. С них же не только бабки. Письмо налетчиков из Леймана. В них еще могут какие-то интересные документы попасться. Уильям, пишу тебе, чтобы сообщить. Наши налеты на партизан в Лоуренсе, штат Канзас, прошли успешно. Множество раз во время этой кампании я сомневался, что Господь действительно любит нас. Но сегодня у меня появился лучик надежды. То, что они называют нас налетчиков из Леймана, бродягами, головорезами с границы, не уменьшает нашего желания сражаться за свободный штат и свободу от посягательств северян на наш образ жизни. Надеюсь, ты продолжишь поиск людей, готовых поддержать наше дело здесь, в Леймане. Мы пронесемся сквозь ряды угнетателей и сметем их. История еще не закончена и будет переписана. Перед рассветом всегда темнее всего. С уважением, Уильям Маркус Сандерсон. Понятно. Может быть, это что-то будет полезное, но не обязательно. Короче, можно этих чуваков шмонать убиенных, и ничего за это не будет. Они типа грабители. Баба подождет. Этого нельзя грабить. Но если кто-то спалит то, что я их шмонаю трупы, то, возможно, мне предъявят за это. Поэтому надо по-быстренькому. Этот пустой, короче. Ладно. Двинься, женщина. Давай сюда поводья, Гай. Почему? Потому что ты и так уже немного нашумела. Все нормально. Доберитесь до полуострова Клеменс. Покатили. Напомни мне, чтобы я тебя никогда не зрел. Они хотели напасть на нас с засады.
Ты показала себя неплохо, но не стоило устраивать бойню так близко к лагерю. Надеюсь, расследовать это никто не станет. Ты расскажешь об этом Датчу? Если он спросит, возможно, а может и нет. Будь осторожен. Как бы они тебя, себя там назвали? Налетчики из Леймана? Что-то вроде того, кто знает. В общем, не вздумай заикнуться Пирсону про это письмо. Как тебе не стыдно? Мне бы и в голову не пришло. Ну, конечно. Я много путешествовал, даже прославился. Я теперь ни одного письма не доверю, вот что. Хочу заглянуть в твой дневник, до жути хочу. Даже не надейся. Да, у нас типа Артур ведет дневник. Ну, там пометки делает, всякие интересные места, которые на карте ты находишь. Но у меня там мало отметок. Там буквально дом хоббитов и какая-то херня со статуями. Больше я что-то не припомню, чтобы он что-то записывал такого. Значит, про феминисток фишка будет чуть попозже. Но это тоже немножко феминистическое задание. Так, значит, вас там не убили, мисс Адлер? Не совсем. Я бы сказал, что мне не хватало утонченных бесед с вами, но это было бы неправдой. Мне там понравилось. Да, мисс Адлер неплохо справилась. С покупкой продуктов? Да, с покупкой продуктов. Спасибо, мистер Морган. Не стоит благодарности. Я бы поехал с вами еще раз, мисс Адлер, если вы этого захотите. Может быть, если докажете, что не можете себя постоять. Ну, все говорят, что я не отесанный, но порохового дыма я не боюсь. Артур, мы справимся сами. Ты и так мне очень помог. Ладно, мисс Зазнайка. Хорошие штаны, кстати. Заткнись. Заткнись, сука. Помогли, короче говоря, в течение всего дня, блин, с этой бабой катались. Где лошадь? Опа. Ага, вижу. А лошадям в лагерь нельзя. У нас теперь 2 ограбления. Одно там, другое там. Спасибо, не надо. Мисс Карн, все хорошо. Даже слишком, мне уже немного не хочется кого-нибудь подстрелить. Почему-то меня это не удивляет, будьте начеку. Ну чё, блядь, во всем лагере бабы взбунтовались? Хотят мочить людей, я не понимаю. Так-ка мы лошадку покормим. А то что у нее статы подспали маленько. Овсяное печенье. В принципе, теми продуктами, которыми я закупился, тут и лошади, наверное, на всю игру хватит. Ну, может быть, чуть поменьше, конечно, но почти. Продуктов она потребляет не так уж и много. Так, у нас остался дач и вот этот вот. Давай мы, наверное, с любовниками будем дела крутить. Потому что с дачем в основном самые такие основные бодрые квесты, которые завершают главы и так далее. Да, поехали, короче говоря, вот к этим вот Ромео и Джульетте и решать их косяки. Тут длинная цепочка квестов. История настоящей любви, часть 1. Поехали туда. Так, возможно, эта хурма ночью не работает, но будем надеяться, что да. Хотя уже светает немножко. Так, что там по времени? То ли 11 вечера, то ли 11 утра. Скорее всего, 11 вечера. Ну, довольно-таки светло, кстати. Кинопредира. Взял сегодня после смены самогона, кайфую, завтра опять с утра. Угу. Ништяк тебе. Зачем самогонка настояна? Если кто свернется, сразу пристрелю. Так, тихо, тихо, тихо. Мыкаемся за деревом.
Блять, надо стволы доставать, сейчас меня ебанут. Вот опять заныкаться негде просто. Кинопредира. Виноградная брада. Это типотячий получается. А где заныкаться можно? Сейчас же меня как опять, как этого, блядь, ебанут просто. Давай-ка тут мы запрячемся. В принципе, этих чуваков-то сагрят. За поездом они вряд ли обойдут. Оп, -1. Два ствола надо. Вот так уже лучше. Да, если бы он постоянно карабин не убирал из лошади, было бы гораздо удобнее всю эту шушуру мочить. Карабин все-таки помощнее, чем два револьвера будет. Они просто стреляют быстро, но не так далеко. Хорош. Все. Кинопредира. Короче, Типа стоит. да, крепкая. Эх, почти допился. Завтра утром нельзя проспать. Поставь себе пару будильников. А лучше штук 10. Или попроси, чтобы тебя разбудили. Там это. Короче, когда подобная херня случается, лучше прятаться где-нибудь. Именно искать укрытие. Тогда тебя не замочат. Последний остался. Нет, еще двое. Ну, чмана его нет. Сейчас надо, блядь, покрутиться, постоять на месте, вся херня. Блядь. Да, Влад Павлов, оцени сложность сюжета РДР 2 от 1 до 10. В смысле, насколько он запутанный? Кинопредира. Ха-ха, мать разбудит. Пойду допью в кролетникиночка, ведь домашний уже все отец знает. Ну вот, если мать разбудит, то ништяк. Может, будильник не услышишь, зато мамка разбудит. Пойду допью в кролятнике, нычка есть. Ведь домашние уже все отец знает. А, домашние нычки отец знает, я понял. Надо быть оригинальным, я думаю, в этом плане. Придумывай новые места, где прятать. Вырой какую-нибудь ямку, я не знаю. Оторви половицу. Что-нибудь в этом роде. Надо быть оригинальный в этом плане. Там валялся машинист возле поезда. Сложность 99.9. Ну, наверное, я не знаю. Я бы что-нибудь придумал поприкольней. Ну, я про нычки. Там валялся возле поезда машинист, я случайно его обшмонал, и, блядь, мне карма минусом упала. Ну как, тут подходить и рассматривать, кто похож на машиниста, кто нет. Кинопредира. Первого. Придумал лишь во дворе. В доме пахан шарит уже. Так я говорю то, что оторви какую-нибудь половицу. Что ты, в шпионов в детстве не играл? Ладно, со временем как-нибудь поднимем карму, короче.
Прочь нашей земли, проклятый Брейтвейт. Это и к вам относятся, гады. Иди сюда и дерись как мужчина, трус. Че за кипиш-то? Они в мужика стреляют. Спасибо, что не в меня. Нам вот в этот дом. Я так понимаю, у них тут целая династия, короче. Либо это мужики, которые на них работают. Так, мужчина. Кинопредира. На шкаф ложу, пока не полил, ха-ха. Ну такое себе, это ж так банально. Нам работники не нужны, так что иди отсюда, говорит. Это здесь плантация Греев? Ага, Калига Холл, и ближе ты к нему не подойдешь. Парень, мне так и хочется тебя подстрелить. Живо уходи с этой земли. Почему не пускают? Слушай, я тут помогаю шерифу со всякими неурядицами, а он хочет, чтобы я поговорил с теми, кто тут живет. Черт, Ли. Ну ладно, говори, но я тебе помогать не буду, мне некогда. Кинопредира. Примерно Когда благодаря. встречу с вампиром в ДРД-2. Чтобы в РДР-2, ДРД, Dead Red Redemption, да? Короче, в РДР-2, чтобы встретить вампира, это надо знать четко места, 5 точек на карте в городе Сен-Дени. Там будет граффити, 4 или несколько строчек. Ну, если хотя бы одно я найду, я покажу. Да, Влад Павлов. Завтра будет стрим, если да, то во сколько? Завтра, я думаю, если будет, то в 6. Так вот, там 5, по-моему, точек в городе, в Большом Сен-Дени, 5 точек, где нарисовано граффити. Вот эти вот все граффити надо найти, чтобы это все дело нарисовалось на карте. И в центре этого нарисовки, там пентаграмма получается, из 5 точек. Вот. В центре вот этого вот все, там тусуется вампир. Нужно переулок еще найти, где он там мужика в полночь будет грызть. Так что это побочное пасхальное задание, которое не так-то просто сделать. Я НЛО-то тут случайно встретил вообще. Я бы мог вполне этот дом пропустить. Че, меня пустят сюда? Ну норм, они не против. Я думал, сейчас что-нибудь предъявят или просто сразу шмалять начнут. Кинопредира. Скорешишься с вампиром, будет собутыльник у тебя. Друзья не только в попойке проявляются, если что. С вампиром не получится скорешиться, он сразу же нападает на тебя и ваншотит. Если что. Еще раз. Прошу прощения за тавтологию. Он сразу мочит главного героя, то бишь Артура. Он типа сразу же агрессивно настроен. Его только пеленать, короче, и вести к шерифу. Либо мочить сразу. Вообще его типа надо убить просто. Так, пойдем. Базарить. Незнакомец. Задать вопрос. Эй, я бы хотел попросить у вас минутку на разговор. Я изучаю историю этого края, и вам не со мной надо разговаривать. Обратитесь к мастеру Бо. Кажется, он складывает с лесоматериалами. Вот у него свободного времени хоть отбавляй. Короче, это обычный дворник. Че он там на одном месте-то скребет? Хоть бы листья убирались. Ай-яй-яй, Рокстар. Так. Где-то к сарайке. Сейчас, секунду. Кинопредира. Свяжи его веревками и к шерифу, и того востроя на 3. Ну, я говорю то, что я попробую, конечно, эти граффити поискать, но не факт, что я их найду. Давайте прервемся на 3 минутки. Перекурчик, да? Сейчас подойду. Только так у нас ОБС-ка переключается. Давайте 3 минуты на перекур. Можете пока чайку там налить и так далее. Не расслабляйтесь, как говорится.
пойду в кролик на 3-минутный сумагановке. mr.тостер. Не только в полпойке, еще и в ремонте. Смайлик. Да, кстати, тостер. Ты прав. Не только в пупойке друзья познаются, еще и в ремонте. Ну или что-нибудь тяжеленькое потаскать. Типа диван на 5-й этаж. Так, вот он. Стоит нужный нам чувак. Здорово, мэн. У нас Ромео местный. Разве не видел я тебя у шерифа? Что-то Артур дергается. Извините, друг. А мы друзья? Еще нет, но можем подружиться. Наверное. У нас тут редко бывают путешественники. И вдруг ни с того ни с сего тут появляется целая на удивление услужливых янки. Надо же, что вы здесь делаете? Ищу работу. Ага, ищите что-то. Не волнуйтесь, я сохранил вашу тайну. Какую тайну? У меня тоже есть тайна. Ты скрываешь это всех? Прошу прощения. Ничего. Видите ли, мне плевать, даже если вы всех перебьете. И Блэквейтов. Не хочу я никого убивать. Я ее люблю, говорит, Пенелопу. Но мне любая штука сложная.
Она из Брейтвейтов, а я Бо Грей, сын Тавиша Грея, племянника шерифа Ли Грея, внук старого Мердо Грея. Греи всегда верно служили штату, которые воевали с Брейтвейтами, и никто уже не знает толком по какой причине, если не считать причинами слепую или глупость. Я должен был предан дурацким традициям, когда она просто прекрасна. Она как женщина из будущего. Она как прекрасный завтрашний день. Ну, сочувствую твоему затруднению. Вы мне поможете? Не хочу влезать в семейную междоусобицу. Это как-то неприлично. Я заплачу, у меня есть деньги. Мы, Греи, всегда были сильны деньгами. Не умом, не хитростью, а деньгами. Ладно, раз так, я знаю, что она любит сидеть в беседке на самой границе земли Брейтвейтов. Отнесите ей это письмо и вот этот браслет. Пожалуйста. Ну, типичная, короче говоря, история. Осторожней с охранниками, чужаков они не любят и так далее. Ну, типичная, короче говоря, история Ромео и Джульетты. Ну, война Монтеки и Капулетти, только тут Грей и Брейтвейты, по-моему, так их фамилия читается. Вот, короче, нужно найти тёлку его, отдать ей письмо и подарок. Но там куча охранников, поэтому надо будет пробираться к ней по стелсу. Лошадь. Где кобыла-то моя? Эй! Лошадь куда-то вообще ускакала за здание. Вечно она теряется где-то. Ты где шароебишься, тупица? Я буду вам очень признателен, если вы отнесете их. Да я понял, сейчас отнесу. Только, говорит, попробуй плохо выполнить приказ, а то что, блядь, охранник сраный. Какой-то из домов, короче, нам придется вообще расхерачить. Ну, типа, завалить всех в этом доме, по-моему. Если я не ошибаюсь. Но сейчас по заданию главное не косячить, не шуметь и просто по-тихому пробраться к телке, чтобы вообще никто не заметил. Там какое-то то ли кукурузное поле, то ли что-то такое. И, короче говоря, отдать ей просто письмо. По идее, все элементарно, но народу там будет хватать. По-моему, мы почти на месте. Да, нам вот сюда. А беседка вообще с другой стороны. Сейчас мы попробуем ее обойти побольше. Беседка ближе к озеру. Там же мужик сказал то, что она на границе почти сидит. Ну, беседка находится на границе. Вот причем я уже вижу эту беседку. Так, теперь я потерял из виду эту беседку. Лучше на картах. Пускай уж лучше у Артура гудит спина, чем пуля в башке. Угу, вот эта беседка. Проберитесь к Пенелопе, не привлекая внимания охраны. Ну, она прямо там сидит. Надеюсь, в этом домике никого нет. Угу. Артур плавает херово. Давай, короче, по-тихому по берегу проберемся. Надеюсь, не запалят. Я первый раз, когда проходил, я оперся сразу же напрямки, короче, как вот карта указывает. Я оперся через эти, как его, вон там охранник. Оперся через сады. И пришлось переигрывать несколько раз, потому что там охранников до хрена.
Это гораздо проще будет все делать. Телка, здрасте. Прицелиться. Поговорить с ним просто так нельзя. Женщина. Вы Пенелопа Брейтвейт? Yes, I am. Да, это я. У меня для вас письмо. И подарок. A letter and a gift. Письмо и We подарок. don't even know Но мы each даже не other. знакомы. Ну, это не от меня, это вот от Бо. Oh, О, какой же он so чудной. yes. Ну да, he's a но little немного strange, чудаковат. but also Новая единица измерения электроэнергии. Чудаковатый. Есть еще придурковатый. so human. Он такой хороший. Остальные наши родственники словно застряли в средневековье. Или даже, не знаю, в каменном веке, что ли. Bo's different. Бо не такой, но если они узнают, They'll kill him. они and его send убьют, а you меня to отошлют в someplace какое-нибудь awful. ужасное место, вроде Агая. Have you ever been to Вы бывали в Ohio, sir? Агае, сэр? Well, Нет. neither have I. Я тоже, но у моего дяди Uncle там had a завод. factory there. He was sort of the black В sheep. его в семье всегда считали паршивой отцой из-за того, что он теперь терпит, потому что он ужасный сноб. Семья это просто нечто. А у вас есть семья, сэр? Да нет, не особо. Его кое-как терпят из-за денег, а меня и мои неподобающие суждения просто не выносят. Это весьма сложная ситуация. Я даже не знаю, что сказать. А что ты скажешь, кроме чтобы вы сдохли? Ну, может, самую малость, но вот. Если встретите Бо, отдайте это ему. Ладно. Нашли, блядь, почтальона. Покиньте сектор, не попадайте никому на глаза. Ну, опять то же самое. Так, вот у нас там охранник стоит, надо аккуратненько просто по берегу пройти и вернуться к лошади. Даже свистеть я не буду, чтобы лишний раз не палиться. Охранники могут и на шум просто сбежаться. Ну, пока вроде никого нет. Кстати, интересно, что будет, если взять задание, подойти к этой беседке и прождать сутки. Баба там ровно сутки будет сидеть. У нее, наверное, жопа там прирастет просто. Так, задание выполнено. Погнали, наверное, к этому Бо. Он нам денег обещал. Заодно и письмецо ему отдадим. И вот еще у бабы, скорее всего. Молли Оши. Засадная ошибка. Молли хочет поговорить с вами. Ну давай. Есть еще какие задания? Ну нет, вроде все. Ладно, пойдем к этому чуваку. Вот так. Богрей. Не, ну в этот раз гораздо проще это все задания дало. Я помню, что раза 3 переигрывал, потому что мне тупо вот эти вот все охранники полили. Потому что тут особо спрятаться негде. Кущи больно жиденькие. Будет тупая херня, если он еще и письмо одно отправит. Ну, по-моему, такого не будет.
Кстати, за сюжетные задания, по-моему, ни хера карма не растет. Типа ты должен это делать в любом случае, а как ты сделаешь, это никого не волнует. mr.тостер. Чё-то с чатом долго ждать, пока попугай скажет, что-то случилось. Да нет, вроде. Задержка 2 секунды. Малая, типа того, короче. Я ничего не менял. В этом плане. Может быть, ютубчик у нас сегодня это перегружен. Поэтому попробуем маленько поспамить. Попробуем маленько поспамить сообщениями. Обычно задержка секунд 30, по-моему, так. Помните меня? Теперь я работаю на Гэри. Ладно, проходи. Теперь без проблем меня узнали. Так, давай мы в наглую тут на лошади разъезжать не будем. Этот крендель уже где-то в другом месте. Он мигрировал. У тебя в конюшне тусуется. Нет, ну да, конечно. Где он? Он что, дрочит, что ли? Лошади. Давай. Принес мои деньги? Конечно. Она передала что-нибудь для меня? Да. Можно? Конечно. Но не за даром. Хотя морочиться еще с тобой. Да, забирай. Спасибо вам, Артур. Вы... Спасибо. Господи. Какая женщина. Она... Это точно ее прикончит? Что именно? Право голоса для женщин. Тут не очень-то одобряют и мужское голосование. Будь их воля, они бы вернулись к монархии. В этих краях слово «прогресс» считается ругательным. Зато слово «инцест» не понял. Я не хочу жениться на своей кузине, я хочу жениться на Пенелопе. Они же тогда... Они убьют ее на очередном собрании. Они могут. Мистер, вы должны мне помочь. Извини, не хочу в это вмешиваться. Я заплачу. В нашей семье еще водятся деньги. Ладно. Но больше никакой беготни с письмами. Спасибо. Идемте, надо поторопиться. То есть тут еще и инцест даже между семьями. В семье вот в этой вот Греев. Оригинально. Следуйте за Бо. Залезайте в седло, мы едем в Роудс. Вперед, пошла. Обогнем плантации и поедем по дороге в город. Так, надо метку убрать, чтобы она не мешала. Вот так. Надеюсь, он хорошо заплатит за эту беготню. Если она хочет прийти на митинг, ты должен ей это разрешить. Она борется за правое дело, но я не хочу, чтобы она отдала за него жизнь. Я хочу жениться на живой женщине, а не на статуе в ее честь. Вон они, фемки, собрались уже. Я уверен, что они знают. Вот они. Пошли к фемкам. Дама, это просто еще... Бо, что ты здесь делаешь? Я не могу тебя бросить. mr.тостер. Алло, YouTube, тупи, тормози. Ты попробуй трансляцию перезагрузить. Ну, тупо выйти, зайти обратно. Может быть, в этом проблема еще. Но у меня тут ничего как бы не лагает, не проседает и так далее. Все зелененьким горит и все светится ништяк. Но вправду перегружен YouTube. Тебя убьют. Бо, я готов умереть во имя своих идеалов. Ты это знаешь. Пожалуйте, сделайте что-нибудь. Что именно? Драться с этой толпой?
Они сожрут меня живьем. Сэр, это серьезное дело. Их нужно защищать от определенных личностей. Главным образом от моих родных. Пенелопа, я умоляю тебя. Давай так. Пусть свой друг правит лошадьми. Тогда мы сможем кричать громче. Ура, Фемки, вперед! Ага, мисс Калхун. Мил Калхун. Мой друг говорит, что может править лошадьми. Ну, Оливия Калхун. Я сама люблю править лошадьми. Я еще с телефона лежу. Смайлик. Ну может быть еще и связь притормаживает. Не исключено. Но сегодня мне хочется, чтобы к нам присоединился мужчина. Это задаст правильный тон. Ну, мэм, я еще никогда не участвовал в марше протеста. Ну, просто считайте, что мы это овцы, а те, кто на нас нападает, волки. И тогда вам все станет привычно. Ну что, едем? Ладно. Так, дамы. Мы знаем, что наша песня хорошая. Наше дело правое. Ну, а так вообще, по заданию, кроме шуток, короче говоря, баба отстаивает свои права в равноправии. Это было действительно в США, и начиналось это вот как раз на рубеже 1900-х годов. Когда женщины отстояли право, короче говоря, в обществе находиться на равными с мужчинами и так далее. Ну, типа ходить в церковь, обучаться в школах, ну и т.д. и т.п. Сейчас нужно эту всю делегацию вагинальную отвезти куда-то в главное здание. А песню не перевели. Сейчас. Везите нас по Мейн-стрит через город прямо ко входу в банк Роудса. mr.toaster. Минутка истории. Да. Щепотка истории. Отлично, мистер Морган. Не слишком быстро и не слишком медленно. Нужно, чтобы они слышали наш голос. А, они его услышат. Очень хорошо, мистер Морган. Вы старый друг движения? Мисс Калхун, я просто кучер. Если нужно, я могу убить кого-нибудь из ружья, но надеюсь, до этого не дойдет. Мистер Морган, мы будем убеждать людей мирными средствами. Ружье можете оставить себе. Оставайтесь на Мейн-стрит, то есть сейчас нам налево, мистер Морган. Посмотрите на этих людей, скоро начнется все самое интересное. Я это чувствую. Возможно, вы правы. Добрый день, шериф. Надеюсь, вы позаботитесь о том, чтобы это собрание прошло мирно. Спокойно. Странно. Было бы прикольнее, если бы они песни перевели. Чего они там орут? Вы погубите нас своими грехами. Вы погубите нас всех. Возвращайтесь домой. Дважды. Да, перестаньте, вы просто жалки. Мистер Морган, и вот вам самец этого вида. Довольно тупой представитель, с этим не поспоришь. Чуть подальше, пожалуйста. Остановитесь сразу за банком. Вот эта лестница, мистер Морган. Остановитесь перед ней, и вам останется только одно. Слушай. Вот хорошее место, сэр. Дамы, слезайте. Идемте сюда, парни. Ну все, началось представление. Что ты здесь делаешь? Господи. Ну что ты говоришь? Ты даже не знаешь, что несешь. Ну-ка, вали отсюда. Иди домой к своим детям. Идите домой. Леди и джентльмены, сегодня великий день для всех нас. Ведь сегодня мы начинаем жить как равные. Равные? Ха! Да, сэр, равные. Справедливость и равенство. Это противоестественно, это бред. Справедливость, равенство и свобода. Все, как задумали отцы-основатели, все, как задумали они. Они матери-основательницы. Тупая старая коза. Точно, скажи ей. Эй! Малыш, что ты тут делаешь? Не так громко. Я пытаюсь слушать речь. Привет, милый кузен. Не смей со мной так разговаривать.
Что ты здесь делаешь? Судя по всему, слушай, идите, помогите Бо. Это его кузен-кретин, не дайте им сорвать выступление. Не вопрос. Научитесь себя вести, кузен. Вам заняться больше нечем? Ты всегда был Бо. Мы ведь уходим, да? Это еще кто? Идите за мной, сюда. И он говорит, в ебальник надоел. Давай. Думаю, сейчас надо будет подраться. Ну, Бо, идем. А почему на лошадь? Нужно уходить. Давайте за мной, я знаю дорогу. Это старое поле боя, там никто не бывает. Что такое Америка? Страна равенства, страна прогресса. Я думал, драка будет с кузеном. Не хочет вернуться и послушать речь? Я никогда не голосовал, но эта борьба за избирательное право выглядит привлекательно. Мистер Морган, я даже не знаю, можно ли воспринимать вас всерьез. Сейчас меня больше всего беспокоит мои кузены. Если все узнают про меня и Пенелопу... Все знают... все знают про тебя и Пенелопу. Я уже знаю про тебя и Пенелопу, а я тут всего 10 минут. Чем скорее все выйдет наружу, тем скорее все будет улажено. То есть, чем скорее разберутся с этим делом, разберутся с нами. Наши семьи, Грей и Брейтауны, хранят свои тайны глубоко. Ваши тайны и ваши сокровища. У Кэтрин Брэйтвейт есть дочь. Ее много лет никто не видел. Она была больна, и Пенелопа сказала... Про дочерей я не слышал. Я слышал про золото. Золото Янки? Боюсь, что это просто легенда, мистер Морган. Не знаю. Это ужасно. Никто не умер. Ужасно, да? Мои кузены мстительные ублюдки. Мои братья мстительные ублюдки. Но кузены хуже. Они сами начали, я знаю, но... Тебе лучше уехать. Я уеду, как только накоплю денег. Когда моя семья, а у нас деньги, а у меня нет. У нас есть деньги, а у меня нет. Ваша семья очень богата? Да, ну я так думаю. Но они со мной не говорят о делах. У меня более артистический темперамент, так что... Это так называется? Ага. Это была шутка. Я ее правда люблю, правда. Но оставайся, может ты сможешь даже умереть за нее. Я думал, что вы пытаетесь меня подбодрить. Мне надо идти, мне тоже. Черт, я опоздаю. Мой дядя, как можете себе представить, человек скверный. Вот уж и деньги. Спасибо. Прошу меня извинить. Типа и все задания, короче, да? Просто доехать до города и повозку отвезти к банку. $30. Ну ок, чё. Так, и у нас получается осталось 2 задания. Давай мы, короче, вот сюда. Молли Оши. А потом к дачу. Посмотрим, может быть что-то еще где-то появилось. Ну, по идее, должен этот, как его, фотограф появляться периодически. Ну, с выполнением каждого задания. Либо, когда мы передислоцируемся в следующий раз, тогда он и появится. По-моему, сейчас поменьше народу нападает. Что там у нас по карме? Более-менее положительно. Ладно, вот что я тебе скажу. Тебя столько же, чё? Я уже давно тебя не слушаю.
Так. Какой-то замес. Блэки свалить пытается. Все не так, как кажется. Эй, молодые люди, чем занимаетесь? Даже не верится, что это сработало. Ну, праздновать нам некогда. Вперед. Какой у тебя план? План состоит в том, чтобы не попасться. Теперь заткнись и давай поживее. Это никак не отразилось ни на карме, ни в плюс, ни в минус. 5 лошадей, блядь. Как не взглянешь на нее, вечно у нее что-то из жопы валится. Ладно, мы никого даже шмонать не будем. Пускай будет так, как есть. Но если я не ошибаюсь, мы потом как-то позже этих зэков встретим. Только не могу вспомнить, при каких обстоятельствах. Чуть оленя не шип. Да заткнись, свои, ёпта. Кстати, надо ебучку побрить. Где там у меня? Спальник. Здорово. Шо? Не будем грабить ничего. Бабки есть. А хули он прямо рядом со мной лошадь свою чешет? Это, блядь, моя комната. Помада для волос? Нет, не нужна. Спать, сесть. Зоологический справочник. Ну, давай осмотрим. Угу. Взять. Мало ли, может пригодится. Так, стой. Фотка какая-то. Угу. Я этой тёлке помогал брательника спасать. Все. Помада. Там жертва, по-моему, какая-то. Ну, типа, это не обязательно. Бриться. Да. А то что он как партизан заросший. Ну, по крайней мере. На этих, как он, на катсценах он так выглядит. По-моему, еще ребята проверяли, короче. Ладно, не буду я спать. Ребята проверяли, как, что будет, если вообще Артура не брить, насколько сильно он зарастет. По-моему, там растут волосы только до определенной длины борода, и все. Потом это никак не меняется. 35% сюжета только пройдено. На минуточку. Так, куда идем-то? Угу. Доброе, Морган. Гутен Морген. Отдохнуть. Не, спасибо. Вот задание. Я этот курятник купил. Эй, Артур, можно тебя на пару слов? Что за прошман, да и вообще? Кто такая? Валяется под деревом. Бухаешь ты? Да, мистер Ши. Да, зови ее просто Молли. Артур, что с дачи? Ну, то есть он, по-твоему, нормально себя ведет? Да, вроде бы как всегда. Я действительно его очень люблю. Но если он... Как он всегда говорит, преданность прежде всего, но... Артур, извините, мисс Оши. Это мы разговариваем с рыжей тёлкой. Эта тёлка, короче, дача начальника нашего. Хотел сказать то, что я вспомнил. Короче, RDR, ну, Red Dead Redemption, их всего 3 части. Первая часть вышла, Red Dead Revolver она называется. Она вышла в 2004 году на PS2. И главным персонажем той игры является по всем признакам, как действуют фанатские теории, вот этот дед. Спустя 10 лет
Мы играем в РДР 2 за Артура. И спустя еще, по-моему, 5, что ли, или 10 лет мы играем в РДР 1 за Джона. Да. И вот типа так у нас строится все повествование всей линейки игр РДР. Я принес дар. Великий дар знания. Значит, кто-то дал тебе наводку. Я теперь должен рисковать своей шкурой и зарабатывать для тебя денежки, пока ты тут прохлаждаешься. Знаешь, Артур, цинизм для тебя очень старит и добавляет морщин от вечного лицо. Как скажешь, но поручение для свои перебереги для кого-нибудь другого. Билл, подойди ко мне. Будешь моим другим дураком? И ты тоже, Чарльз. Ты о чем вообще? Мы можем организовать налет, а Артур кривит нос. Нет, правда, ну ты же, я согласен. Если ты пойдешь на место вместе с нами, у меня серьезная патология. Да, ты патологический лжец. Ну зачем же так? Чарльз, я хоть раз тебе лгал? Да, мы едва знакомы, вот именно. Когда, ребята, соглашайтесь, работенка клевая. А я возьму с вас лишь небольшую комиссию. Но надо делать это сейчас или никогда? Значит, никогда. Господи, помоги. Хорошо, я согласен. Кого грабим-то? Телега, на которой везут зарплату для рабочих, и которая ненадолго остается без охраны. Когда будет проезжать перекресток неподалеку, то это там разрушенная церковь, а потом она присоединится к каравану. Очень легкая добыча. Если нам заплатят или тебя подстрелят, я буду доволен. Ты больной человек, Артур Морган. Очень больной человек. Деда, короче, задумал обнести одну телегу. Как ты это пронюхал, старик? Мы же тут пробыли всего-то ничего. Пока вы там рыбу ловили или изображали из себя бог весь еще что, я занимался делом. Искал ближайший питейный дом. И если эти тебе деньги не нужны, Виллисон, тебя никто не заставляет. Сделай нам свое одолжение, возвращайся домой. Хватит, слушайте. Хоть раз поверьте мне, ладно? Я занимался этими делами, когда вы, парни, еще были от горшка 2 вершка. Раз в 10 лет еще может быть. Как такое именно дело ты планируешь? Я же говорил, каждую неделю проезжает повозка с деньгами. Это все дело пахнет замесом. Давай-ка мы схватим карабинчик. Мать его. Наденьте маски. Все, масочки одели, ребят. Опять лошади срут. Успокойся, ради бога, она вот-вот должна приехать. Действуем тихо и чисто, давайте обойдемся без жертв. Ну вот, видите, джентльмены? Как часы. Ну, допустим. Как без жертв? Надо постараться, походу. Эй, останови телегу. Я сказал, останови телегу. Не делай глупостей, нам не придется причинить тебе вред. Знаете, парни, я не хочу, чтобы вы меня подстрелили, но это ошибка. Я работаю на керосиновую фабрику Корнелл, на мистера Левина Корнелла. Ну, дела. Так вы его знаете? Кто же его не знает? Говорят, у него так много денег, что он даже и не заметит. Если мы заберем немножко себе. О, еще как заметит. Кто-нибудь поверьте груз. Артур, помоги ко мне. В принципе, стрельба пока не намечается, но возможно будет. Блин, но все равно. Я только что карабин держал. Что за хрень? Давай посмотрим, что там внутри. Так, все прекрасно. Тут, наверное, почти 1000. Неплохо мы их обнесли. Черт. Кажется, я что-то вижу. Просто прекрасно. Их там грабят. Уходим, Артур, бежим. Короче, по коням. Ну, нихера, там целый караван. Топим. Скорее, ребята, уходим.
Да норм, они хуй догонят на повозках нас. Молодец, дядюшка, нашел самую охраняемую в стране телегу. Откуда мне было знать? Они продолжают гнаться за нами. Парни, уносите ноги, избавимся от этих гадов. Надо в отцепную херачить, что ты тупите-то? Не задерживаемся, парни, вперед. Я не знаю, надо ли стрелять по ним. Куда мы едем, черт возьми? Подальше отсюда, что за идиотский вопрос? Ладно, ребят, давайте. Уйдите от банды преследователей. Ну, короче, по-моему, стрелять не очень обязательно. Да, не надо стрелять. Достаточно, по-моему, просто уехать. Прячьтесь в лесу. Да, такой лес, конечно, вообще. И все это, они, называется, в лесу спрятались. Не, мы сейчас тут мочиться будем с ней. Вперед, уходим отсюда. Блин, я не успел опять винтовку взять. А, ну вот, теперь она со мной. Норм. Дождемся темноты и потом выберемся отсюда. Чарльз, ты пока постой на страже. Ага. А мы передохнем. Тут, по-моему, сейчас вообще все гореть будет. Куча народу будет вокруг атаковать. Сейчас будет настоящая опять бойня. 10 тысяч человек надо будет убить. Ладно. Пора отсюда выбираться. Вот дерьмо. Оно самое. Заткнись, старикан. Слушай, я просто хотел... Заткнись. Там свет. Вон там у дома, черт. Иди сюда. Ладно, давайте сохранить спокойствие. Не стреляйте. Давай проверим. У меня ничего. У меня ничего нет, мистер. Там причем тоже, походу, кого-то грабит. Ты здесь живешь? Ну, вроде того. Ты ничего не слышал? Дружище, давай ты мне просто расскажешь, что ты слышал. Ну же, давай, рассказывай. Ну, я вроде слышал какой-то шум возле хлева. И это точно был не я. Очень на это надеюсь. Ладно, Куперфорд, Лоу. Идите загляните в этот хлев. Есть. Но они нас сейчас спалят просто. Сейчас, наверное, дед какой-нибудь перданет. И начнется пальба. Ну, вроде никого не видно. Ага. Ты посмотри внутри, а я обойду вокруг. Может, по-тихому его получится завалить? Здесь вроде нет никого. Пустобрех старый наврал. Да, я вряд ли они здесь. Я не вижу лошадей. Ладно, пошли отсюда. Босс, тут никого нет. Понятно. Не я, так кто-то другой. Нам придется прорываться с боем, парни. Давай-ка мы вот так сделаем. Ни хера не видно. Вот где-то тут один. Нихуя я никого не вижу. Есть кто? Пока нет. Где они? Он с той стороны мочит. Тут их прям хватает. Да, главное, в шапку попал опять.
Еще есть кто? Ну да, тут их полно. По яйцам прям. Бля, беда. Короче... Норм. Да хер с два в него попадут. Вот, попал. Че, самый умный, что ли? Ближе всех подошел. Бля, тут вообще далеко. Где-то вот там еще один. Ни хрена. Просто на шару долбанул. Пожар начался. Надо из плева валить. Прям в ухо. Где? Плюс 5, ништяк. Чуваки, вы не хотите ли немного свалить нахрен отсюда? Тоже в ухо. Тут уже от сарая-то ничего не осталось. Ай, блядь. Ну-ка, вылезай. Так надо валить, чтобы хлеб-то не... Он уже ползет по крыше. Валите нахрен оттуда. Блять, я застрял в этой хуйне. Прячемся в лесу. Не знаю, спрятались бы за камнями, отстреляли бы всех. Давайте разделимся, собьем их с толку. Блять, надо было сразу еще с конями так поступать. Ладно, я прямо, короче, побежу. Че бегать-то не хочет? Да, нормально. Вроде ушли. Вернитесь к дядюшке. А нахрен я тогда от него убегал? Чтобы обратно прийти к нему. Так. Возможно, сейчас что-то, какой-то ближний бой будет. Стволы, наверное, хорошо пригодятся. Они сюда идут. Прекрасно. Главное не шуметь. Твой слева, мой справа, понял? Нет, все-таки давай с ружья. А давай двоих. Дядюшка даже выстрелить не успел. Ага, кого-то кто-то угодил в перестрелку. Помогите Чарльзу и Биллу. Так, против кого там они воюют-то? Плохо видно. Где наши, где ваши? Ну вот этот не наши. Прям в нос нахуй его ёбнул. Так. Где-то тут он стоит. Попал.
Бля, главное лошадь не замочить. Типа лошадки тут ни при чем. Дядя, убери башку нахер. Все? Отстрелялись, кажется. Все живы? Более-менее. Я с тобой потом разберусь. Но мы же деньги загребли, так? Ага. Но теперь Корнул нас снова выслеживает. Хватит, пора уходить отсюда. Разделяемся быстрее. Удачи, ребят. Только не шумите. Общая добыча 900, доля банды 450, ваша 112. Ну, заебись. То есть и в банде отстегнуть, и себе, и так далее. Короче, половина ровно банды ходит в казну банды, потом, ну, остальные 50% распределяются на 4, и тебе только 100 за все это дело. Ништяк. Ну-ка, давай хотя бы одного попробуем обнести. $64. Ну туда, к ранчо, короче, я не пойду. Не вижу смысла. Или сказать, был в розыске, заебись. Валим. Где плотва? Еще ментов на хвост не хватало. Надо что-то сожрать еще по дороге. Сука, так еще, наверное, откупаться придется. То есть 100 баксов я заработал, сейчас баксов 60 я отдам чисто за преступление. Чумовой расклад. Блять, свиньи, идите в жопу отсюда. Ну, давай отсюда просто далеко уезжать не будем. Дач попросил не использовать вас. Всякую дичь. Так, хорошо. Давай, наверное, сожрем что-нибудь. Как раз тут у меня не хватает. Пум-пум-пум. Вот так. Угу. Это поезда гоняет. Так, ну и лошадку можно покормить, чего нет. Она у нас, так сказать, всегда на взводе была. Вдруг еще надо будет куда-нибудь скакать, убегать и так далее. Какая-то активность есть, со знаком вопроса. Да, посмотрим, что тут. По идее, люди, которым надо просто собрать там карточки, вот это вот всякая мелкая активность, по идее, таких уже больше я не припомню, и быть их не должно. Сейчас, наверное, какая-нибудь интересная должна быть побочка. Уже основных заданий дач пропал. Не знаю почему. Он почему-то не активен. Ну, видимо, это на дневное надо время делать. Ладно, пойдем на эту херню. Вот он автоматически оружие прячет. И все. Постоянно надо доставать карабины перед каждым замесом. Надо к этому алкашу подойти. Вот к этому. Нет, не к этому. Их тут двое. Ну, мужики, даете. Здорово. Вы в порядке? Я нормально выгляжу? Нет, ужасно. Ужасно. Посмотрите на меня. Я никчемен. Но ведь я родился не таким, я такого не заслужил. Когда-то я был джентльменом. Джеремия Компсон.
Хозяйство Компсонов. Поздравляю. Если тут есть чем хвастаться, они все у меня отобрали. Кто? Они. Что отобрали? Всю мою жизнь. Весь мой образ жизни, карьеру. Я много чего воровал, но это очень крупная кража. Взгляните на меня. Я живу в грязи и дерьме. Сочувствую. Норм. Я помню это задание. Мой старый дом. Дом, который построил мой дед. Он обветшал и развалился. Теперь он принадлежит банку. Весьма прискорбно. Не такую жизнь я должен был прожить. Я тоже. Если б только я смог вернуть себе свои вещи. Личные реликвии. Часы. Револьвер. Учетную книгу. Где вы говорите ваш дом? Хозяйство Компсонов. Это к северу от Скарлетт Медоуз. Да, Влад, Павыв, до скольки стрим вести будешь? Не знаю, наверное, еще пару часиков точно. Посмотрим. Я живу рядом с Эрисфилд, в лачуге без всяких. Если буду в той стороне, сделаю все, что смогу. Время. Время — это ад. Ну, пойдем сразу же, короче, как раз за этого деда выполним. Нам нужно будет парочку грабителей замочить и найти 3 вещи этого мужика. Да, Влад, Павыв, я так и не спросил, как тебя зовут. Алексей. Я так понимаю, тебя Влад. Или я ошибаюсь? Там задание несложное, но я с собой в дорогу возьму дроваш. Так, стой. Надо лошадь почистить. О, у нее статы падают. Чистить, да. Запылилась лошадка. Можно, кстати, не слезая с нее, лошадь чистить. Я сейчас забываю это сделать. Да, Влад, Павыв, да, меня зовут Давлад. Необычное имя. Я таких еще, так сказать, не встречал. Че за хуйня? Я кого-то сбил, походу. Стой. Кого я там шип-то? Кролик. Носятся бледенки маленькие. Освежаем. Как он лихо это делает. Разве можно так с кролика шкуру содрать просто? Да, возьми. Нет, я не хочу с ним ездить. Нахер мне этот труп? Я так уже мясо с него взял. Потом, если что, кролика этого пожарим. Жареное мясо хорошо статы все поднимает. Тихо, там какая-то активность еще. Что за мужик? Какова моя жизнь? Смола. Ну, давай. Поздороваемся. Привет, неплохо поете. Я пью, и я сру. О, здравствуйте. Присоединяйтесь. Погреемся вдвоем у костерка, а? Ну, давай. Очень мило с вашей стороны. Может, ты что-нибудь интересное скажет? Ладно, давайте ногам отдохнуть. Костер хорошо греет.
Bone dry. Ни капли не осталось. Он уже 2 пузыря в себя вводил. Такие грехи я на себе таскаю. Грехи я на себе таскаю. Вы не представляете. Но глоточек виски развязал бы мне язык. Bone a little. I might tell you. Я бы вам кое-чего выложил. Да, я виски. Он может карту дать с сокровищами. Here. Вот. Only Дьяволское пойло. Вполне уместно. I'll be Давай, мужик, быстрее к делу. Скоро мы с дьяволом свидимся. Сейчас, подождем, пока он набухается. You're Вы слыхали про такое место Форт Рикс? south of Strawberry. Это к югу от Стробери. Captain. Там индейцев держали в загоне, как скот. I ain't know what's Я не worse. знаю, что хуже, глядеть на тех, кого мы The убили, ones we killed or watching the other ones или die. наблюдать, как другие умирают постепенно. Well, they pay well, Но платили они хорошо, эти федералы. but mine. Только деньги у меня надолго не залежались. Просрал, что ли? It's what you did. А вот то, что мне пришлось сделать, Sticks around. так и лежит на моем сердце грузом. I know the feeling. Мне знакомо это чувство. I was a Я тогда молодой еще был, young но man, but I still see them. я до сих пор помню их лица, как будто это было вчера. I do. Правда... Мужик уже светает, давай быстрее рожать. I might risk your life. Глаза мои старые сами закрываются. Что-то вдруг так спать захотелось. Я, говорит, все тебя выложу, все открою. Сам в итоге набухался и спать лег. Ништяк. Oh. Ты чё? Возможно, если его ограбить, у него будет карта. Либо это попортит мне карму. Блять. Меня чуть олень не протаранил. Кем ебанулись. Ладно. Я не буду рисковать. Пошел он в жопу со своими картами. Бабок хватает, так что сокровища не будем искать. Сейчас карма важнее просто. Ну реально она в приоритете. Потому что она не так уж шибко хорошо поднимается, как хотелось бы. Если была бы она полная, тогда можно было бы что-то пытаться там иначе сделать. Мужиков всяких шмонать подозрительно, которые, возможно, дают квесты там и так далее. Но она пока реально только чуть-чуть выше середины поднялась. Так, вот этот дом этого деда. Стой. Мы туда с дробашом пойдем. Где у нас великий волшебный карабин, винтовка, дробаш. Там у нас будет парочку гавриков, может быть 3 там где-то так. Обыщите дом, разыщите карманные часы, пистолет, учетную книгу. Хорошо.
Посмотреть. Давай посмотрим. Постановлением судьи Мередит Холден и суда штата Леймон право на данное владение и все находящееся в нем имущество переходит к банку Роудса. М. Холден, судья. Генриетта Блэки, клерк. 18 ноября 1995. 4 года это объявление типа висит. Назад. Да. Угу. Да он так просто не зайти. Ну давай посмотрим через крышу, давай, наверное. Может, окошки какие открыты. Вон там дверь. Ledger, watch, pistol. Тоже кто-то пасется или будет позже это делать? Okay, where's all this old crap? Ладно, дробаш, по крайней мере, со мной. Часы или что там? Вот это первое здесь лежит. Карманные часы. Убрать. That's the old watch. Now the ledger and the Учетная книга, пистолет. Что-то из этого лежит на втором этаже, по-моему. Да, прочитаю. Уважаемый мистер Колпси, боюсь, что работы на плантации для вас больше нет. Я благодарен за помощь, которую оказали нам вы, и за помощь, которую оказали нам ваш папа и папа вашего папы. Для всех нас настали трудные времена, мы будем молиться за вас. Искренне ваш полковник Джо Никсон. Плантация Ascension. Короче, сократили мужика. Сократили, вот он бухать начал. Ну, сначала, соответственно, потерял все. Обанкротился. Давай пороемся чуть. Может, полезно иногда. Я дом заброшенный, вряд ли тут чуть. У меня все предметы как бы битком, за редким исключением. Достать ящик. Давай второй. Еще один. Ничего из этого не взять. Дорогой Джеремия, здесь нет ничего ценного, за все это я не дал бы и 10 центов. Если захочешь глотнуть виски, заходи в любое время. Билл. По скриптум. Мне жаль, что Бетси скончалась. Там, на небе, ей будет легче. Я так понял, у этого деда еще и жена умерла. Может быть... Да, бутылка. Может быть, на входе что-то просто есть? Ну, вряд ли, конечно. Тихо. Ничего полезного. А че на меня никто не нападает? Я помню эту тему, что на меня, по-моему, 2 грабителей будут нападать. Но может быть. Большое спасибо за речь, которую вы произнесли в нашей семье. Я подумал, что нам понадобится наш портрет, который рисовал. Он хочет стать таким же, как вы, Сэм. Ну, такой себе портрет, конечно. Хорошо. Тут 2 грабителя, короче. Я помню, что они как-то будут нападать на меня. Но при каких условиях? Я помню, что прятался за этим столом и отстреливался. Ладно, давай дальше. В доме 2 камина. Охрена. Так, фотография. Она прям светится. Прям жаждет, чтобы я ее подобрал. Вот. Потайной люк. Да я видел уже. Вот они. Что ты здесь делаешь? Мы первые нашли это место.
Да, спокойно. Just looking around. Я просто кое-что ищу. That old revolver Этот of старый yours. револьвер твой Finders keep. был ничей, стал мой. Еще и заржавел, наверное. Oh, God damn it. Come on, Черт подери, man. проклятие. А ну иди сюда. Come on. Может брать его. А, ну ладно. И все? Вся битва? Иди-ка сюда. Сейчас кортиком нах. Опа. Мастер оружия. Так, пистолет в кармане. Пистолет Томпсона, готово. Нахер он усрался, если он не работает? Ну, просто, наверное, как память. That'll be the pistol. Так, это пистолет. Осталась только учетная книга. Возможно, учетная книга у этого чувака, либо она внизу. Что-то он взял, как будто, ну, по анимации, он положил что-то себе в карман, но ничего не прибавилось. Он воздух, короче, у него украл. То же самое. Давай еще раз, наверное, к камину подойдем. Нет, стой. Письмо, еще одно. Уважаемый мистер Компсон, после многочисленных жалоб со стороны клиентов и ваших сослуживцев, мы вынуждены вас уволить. Таким людям, как вы, не место в железнодорожной компании Central Union. И все. Ну, понятно, то, что деда отовсюду поперли и так далее. Папа, черт подери, я же сказал, держись подальше от мальчишки. Это ему уже не нужно. Ему это не нужно. Бог свидетель. Мы все хотим держаться от тебя подальше. Видимо, батя сбухался, и они, короче, решили всей толпой просто отказаться от него. Откидная дверь, да. Можно, короче, не оттаскивать чувака и прям вместе с ним открыть. Он его уже отложил. Ну, значит, если не в доме, значит внизу записная книга. Но. Сначала стреляй, потом спрашивай, кто тут. Черт. Угу. Ну, тут особо никого, конечно, нету. Да, посмотрим, что можно утащить. Учетная книга вот тут. Ладно. Я ее вижу. Бурбон. Да. Как раз бутылку бухла потерял. Все было кончено. Они догнали меня неподалеку от Роудса. До самой смерти я не забуду, как бесновалась собака у моих ног. Впрочем, вряд ли от этого дня придется ждать многого. Вчера мне дали 50 плетей. Не думаю, что я смогу это выдержать. Тот человек сказал, что просто выполняет свою работу. Весьма необычная работа, если спросите меня. Впрочем, вряд ли. Свет меркнет, так что я заканчиваю. Но очень надеюсь, что доживу до конца войны и что справедливость восторжествует. Июнь 64-го. Ладно. Так, вот она, значит, учетная книга. Не будем, наверное. Ну, что ее смотреть? Все, что положено, как бы, без насильственного метода, дед сам отдаст. Что-то нового я в этой книге вряд ли узнаю. Так, ну и все, по идее, все задания. Надо сейчас просто эту книжонку ему вернуть, и дело в шляпе.
Так, плотва. Опять там где-то пасется. Ебеня. Чё ты там, с помойки ешь, сука? Фига. Перебежал маленько. Ну, по идее. Чё, я опять кого-то убил? Ну, точно. Я опять задавил короля какого-нибудь. Чё они все вечно? Это птичка. Это лягушка. Ну, допустим. Что он с ней может сделать? Угу. Плохая тушка лягушка. Ну, я потом, если что, попробуем пожарить. Гурман, блин. Скорее всего, где-то неподалеку бухает. Если еще живой вообще. Вот он. Где он? А, вот. Валяется, базарит что-то. Потребовать объяснения. Ну, давай. Старик. Прояви почтение. Раньше меня уважали. У меня была профессия. Вы попросили меня кое-что раздобыть. Того, что мне нужно, уже не вернуть. Моя гордость. Уважение, с которым относятся к джентльмену. А с этим хламом тогда что делать? Мои вещи? Ты не понимаешь. Эти сволочи, они все изменили. Я был хорошим работником, я своим трудом гордился. Они меня просто этого лишили, надругались над моим наследием. Старик, от некоторых профессий мы избавляемся. Как от этих пережитков. У них нет ничего достойного. Что ты делаешь? Это же мое прошлое. А чё он над дедом издевается? Будь ты проклят. Я еще жив. Дед ему ничего плохого не сделал, как бы он банкрот. Ну, блядь. На Западе это, по-моему, было как бы вполне. С учетом того, что они тут все как бы явно не богатые. Артур вообще там разбойник, убийца. Начал на деда выстебывать. Не совсем мотивация мне ясна. Ну ладно. Так, у нас тут дач. Мужик появился. Я недалеко, кстати, от него. Давай. 4-я часть. Потом пойдем вот сюда на кол. Я знаю, что. Будем ждать, что, пока поезд не проедет. Карма плюсом. Видимо, за деда. Хотя, лично по мне, так я, по-моему, только душевное его состояние такое усугубил. Но вещи вернул. Ну же, парни, давайте закончим с этим, пока нас не увидели. Кто такие? Это что, шутка? Пытаетесь сграбить нас в русских? Чё? Все в порядке? Никому ни слова, а то мы вырвем тебе язык.
Разрядить обстановку, разозлить. Ну-ка давай. Well, look at all of Ага, какое славное оружие. Вам все равно не хватит, что мозгов, чтобы им воспользоваться. Один он там вообще ты сейчас сдохнешь. Ах вы сраные ублюдки. Пидерсия, блядь. Повозку скупщику доставить. Ну, допустим. Я не понимаю, это грабители или... Да, походу, это два грабителя. Ну, тех вот чуваков мы шмонать не будем. Я так понимаю, это жертва. $8 с него выпало. Неплохо. Так, и чё? И чё? Где у нас скупщик? Раз уж такая пьянка. Да, ближайшая аж тут. Ладно. Когда у нас этот чувак подождет, фотограф. Пизда кролику замочил. Что-то часто животных, я, может быть, раньше не замечал, но часто сейчас животные попадаются просто под копыта. Ну, типа, можно не стрелять дичь, она и так убирает под ногами. Да, маленько притопим, наверное, да? Посмотрим, я никогда телеги таким образом не доставлял. Посмотрим сейчас, сколько у нас скупщик за это даст. Ну, тупо любопытно, какая цена вопроса. Правда, по-моему, еще ехать далековато. Бля, я еще от лошади своей, походу, уебал. Блять, надо было коня своего свести. Я совсем забыл про это. Что делать? Придется пешком потом бежать. Либо до лошади, либо до лагеря. А посмотрим, что там ближе. Ау. Не въебал чуваков, зато расхерачил ограды немножко. Ладно, это мы делаем. Твою мать, еще и скупщик закрыт. Ау. А, уже открыт. Ну что, бухой? Эй, давай, педрила. А нет, это не он. Скупщик где-то тут. Вон он. Hello, sir. Glad to have a new patron come through. Купить, изготовить, продать. Sure, let me see. А где телега? Not bad, this. Fine, I could take more. Much appreciated. Ну, допустим. А надо прямо ему к носу, что ли, эту телегу подвести? Not a word to anyone, all right? Ну, как они себе это представляют? Ну, давай в объезд. Бля, мне что-то сдается то, что надо конкретно скупщика Good, a new patron. телег. Welcome, welcome. Ну, давай, конечно, попробуем. All right then, better be good. Нет. Пробежимся по инвентарю. I've been better, tell you that much. Мгм. Да, это конкретно нужен скупщик телег. Я, короче, зря этой херней вообще всей занимался. Пизда, нет настроения.
именно искать скупщика телег, чтобы за это бабки получить. Он у нас по-любому уже на карте отмечается. Вроде. Там где-то колесо такое должно быть нарисовано. Ой, да пизду, короче. Давай мужика отмечаем. Где он тут? По идее, рядом с ним лошадь должна быть. По дороге где-то. Надеюсь, маршрут он мне так построит. Приблизительно плюс-минус я к лошади в сторону побегу. Но походу я от нее слишком далеко ушел. Ой, прям через коровы, коровник, через всякую херню. Тихо, тихо, буренки. Вы меня-то хоть не затоптаете. Затупил, надо было свистеть. Надо было свистеть, и лошадь бы прямо за повозкой бы побежала. Там один раз достаточно свистнуть, чтобы она двигалась уже конкретно за мной. Вот этот гад, пристрелите его. Понятно. Что? Блять, надо ныкаться. Есть какой пистолет? Ой, блядь. Давай хоть за деревом. Ох, ебать. Понятно. Там их 4, и мне негде спрятаться. Ну, я сейчас, по крайней мере, окажусь рядом с лошадью. Спасибо, Кэп. $150 за смерть, пиздец. Совсем охуели. И туда лошади бежать не надо. Ебанулся просто. За задание меньше платят. Ну серьезно. За задание ты получаешь сотку, за смерть 150. Охуеть, у них ценники. Раньше $30 было. Что за хрень? Кстати, по времени что у нас? 12. Нормально. Мужик будет еще долго открытый. Солнце в зените, так что погнали. Можно, я думаю, даже где-нибудь так вот на перерез. Сократим время. Я еще кого-то завалил копытами. Так, стопе. Вот здесь лошадь вброд сможет перейти? А как говорится, лошадь стала, я подстаю, мне до пизды и похуй. Мы на болотах. Причем где-то агрессивные животные. Лошадь их боится, но пока меня не скидывает, и слава богу. Он как раз мужик, который нам нужен. Воу-воу-воу-воу. Лошадь, наверное, воды нахлебалась, пиздос. О, тут крокодилы. Бля, вот он заехал, конечно, попадос. Ебать. Надеюсь, я лошадь не утоплю.
Одна большая рептилия тебя не съест. Короче, лошадь не угробил. Мистер Морган. Как вы? Хорошо, сэр. Над чем работаете? Вы что-нибудь знаете об аллигаторах? Только одно. От них надо держаться подальше. Ну а вам известно, что за последние 50 лет мы истребили 90% от их числа. Вы так говорите, будто это что-то плохое. Они прекрасные создания. Посмотрим, что вы скажете, когда один из них начнет вас сживать. Да, рано или поздно кто-нибудь из них меня точно сожрет. Давайте постараемся сегодня этого избежать, хорошо? Если вы будете снимать оттуда, кадр получится отличный. Вот только потом... Какой бессловный конец. Может, мы сядем в лодку, и я буду вас защищать? Давайте. Садитесь в лодку, все получится. Если вы правда считаете, что это обязательно, будете снимать с этого берега. Еще пожелайте, чтобы волки вас не ссапали, правда? Да. Ну, поплаваем маленько. Надеюсь, мужик прямо не затупит. 10% это самые коварные твари. Так, найдите аллигаторов в болоте. Я заметил какое-то движение на севере. Мы поехали прямо для начала. Будем крокодилда фотографировать. Близко горит, только не подъезжай, а то ты их спугнешь. Ну давай. Я вот пока никого не вижу. Ой, смотрите, там на берегу вепри. Возможно, нам повезет, и где-то поблизости окажется аллигатор. Вы спасаете аллигаторов, на то, что свинину режут, вам плевать. Свининке истребление не угрожает. По идее, аллигатор должен напасть как раз на... Вот, ну и что ты не сфоткаешь? Аллигатор напал на него, скорее, я должен это заснять. Ну, фоткай. Теперь поближе. Мы застали его во время обеда. Это войдет в историю, правда. Красота природы и ее жестокость. Если бы вы остались на том берегу, то могли бы угодить на его место. Не надо. Так, ну первого мы сфоткали. Ну, вон там один плавает, я его вижу. Короче, надо прямо на них, чтобы, короче, его объектив смотрел. Иначе не получится его сфоткать. Ну вон он плавает, что ты, фоткай его. Подберитесь поближе к аллигатору. Давай, фоткай. Готово. Великолепно, зверь отдыхает, все замерло, и лишь где-то крадется хищник. Тихо, назад, назад. Назад мы сейчас на мель сядем. Главное на острове каком-нибудь не застрять, то будет отстой. Так, разворачиваемся. Немного неудобное управление. Вот так, более-менее. Так, давай мы вот тут плывем. Тут вроде глубина побольше. 17 фунтов, 19, 21 фут с 5-футовой головой. Что в этих краях видали гигантских аллигаторов, точно говорю. Тут аллигаторы длиной 20 фунтов, а мы два идиота в 12-фунтовой лодке. О, да-да-да, вот так. Нет, он ушел. Вы не могли бы остановить лодку вон там с тем островом? Назад, 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 назад. Вот так. Чтобы я смотрел в сторону суши. Тогда надо... Блин. В другую сторону. Он просит меня, чтобы я его выманил. И как он себя это представляет? Подойдите к аллигатору. То есть мне он будет этот пидор фоткать, а мне нужно, короче, выйти на сушу и бежать от него. Если меня съедят, то, надеюсь, он сожрет и вас. Зачем так рисковать? Разве фотографии? Вы что, дебилы?
Он скрылся в глубине острова. Все хорошо, говорит, только не наступите. Да, конечно. А что, как щеманет за мной? Ну давай, ленивая ты ящерица. Иди сюда. Все, я понял. Ловля на живца. Да давай ты быстрее, забирайся. Забирайся, твою мать. Он ведрами тебя не сожрал. Сэр, я не знаю, что бы я без вас сделал. Как на лодку-то забраться? Да уж. Да, блядь. Да, если бы он действительно за мной бы... Если бы он действительно бы за мной погнался, он бы меня обязательно поймал. Вот тупо. Пока я бы в лодку залезал 10 тысяч лет. Мистер Морган, отлично, везите нас туда, откуда мы начали. Ну да, чтоб сомневался. Так, давай сдаем назад и поворачиваем потихонечку. Это же Америка. Наша любовь к убийцам граничит с помешательством. Так, еще разворачиваемся. Вот так. Возможно, но обычно мы дожидаемся того момента, надеюсь, что мы изменились. Я тоже. Короче, все задание. Я помню то, что в первый раз у меня была сложность именно вот с этими островами. Я часто застревал, на мель садился и было сложно плавать. А так, оказывается, ничего сложного нет. Ну, единственное, блин, меня чуть крокодил не сожрал, потому что я долго в лодку забирался. Ага, пришвартуйте здесь, просто подойдите к берегу. Думаю, достаточно. Ладно. Эти ваши снимки. Да. Они хоть хорошие получаются? Ну, я надеюсь. Хотя есть сомнения. Предмет съемки великолепен, фон изумителен. Но вестником этой красоты выступает бездарный дурак. Хотя, может быть, несколько кадров все-таки выйдут удачными. У вас ужасно смешная манера говорить о себе, мистер Мейсон. Но, по крайней мере, надо мной хоть приятно посмеяться. Я не это имел в виду. Ладно, но все равно при вас я чувствую себя круглым дураком. Все в порядке. Я предвидел множество печальных исходов. На такой беспомощности от себя не ожидал. Ну, я желаю удачи, мистер Мейсон. Спасибо, и вам тоже удачи, сэр. Постарайтесь не лезть на рожон. Угу. Лошадь уже пыталась удрать. Вот опять, за этого мужика ни кармы, ничего. Просто это какое-то важное, возможно, задание побочное, но за него кармы не прибавляет вообще никакой. Может, потом в конце какой-то это все перерастет в более интересную историю. Старые так тоже любят делать. Ну, как, допустим, в том же самом Ведьмаке там длинный какой-то квест идет, а потом это все выливается в одну очень прикольную большую историю. Там, наверное, аллигатор опять. Тут очень дохрена крокодилов. Да, потому что лошадь бесится. Мне показалось, или кто-то кричал? Где-то вот тут. Кто-то крикнул мне: «Эй!» Нет? Ну и ладно. Ну и хер бы с ним.
Еще, по-моему, история с этими, с Ромео и Джульеттой до конца не закончена. Что-то еще с ними будет, я не помню. То ли Ромео наш попытается кузена своего все-таки ебнуть, то ли они свалить попытаются, что-то такое. Но мы их типа еще увидим по сюжету. Красота, Артур едет молча, не надо тонну диалогов читать. Но это все нивелируется, когда он с кем-то начинает вступать в диалог. Руки вверх. Стоять, грабят. Easy there. Ну давай бегом, ты переключай оружие. I'm trying to get these. Я же припасы с федералом Сен-Дени. Надеюсь, карма почистится. Вот это умные клопы. Клопы. Хуяк сразу в дерево. А, блядь, ты попадешь в него, нет? Хорош. Еще последний. mr.тост. Красота какая. Красиво там было до появления колонистов. Ну да. Все, да? Тут еще видишь, Рокстары, наверное, молодцы. Прям воссоздали атмосферу. Так, повозка наша удрал. Я типа предостерег об ограблении, но кармы мне от этого никакой не засчитали. Педики, а. Я только пострелял, короче, патроны просто так. Ладно, давай обнесем этих клоунов. На карму это не влияет. Видимо, если грабитель грабит грабителя, то это минус на минус дает плюс, короче. Ну, в смысле, вообще ничего в нашем случае. Я так понимаю, то, что сколько бы ты на них патронов потратил, столько ты можешь с трупа собрать. Просто пробегая мимо него. Платиновое кольцо. Интересно, насколько у них круто платина ценится вообще. Вот ла. Купец стоит там. Коровки пасутся. Туберкулез гуляет. Красиво-то красиво, но, блядь, как опасно. Тут просто среди всего бандитов полно. Дикие животные. mr.тостер. Мне у них очень-очень секвой нравится. Но их вроде не осталось. Секвой, в смысле, деревья? Надо что-то сожрать. Что-нибудь простенькое. Типа... Есть еще что-нибудь попроще? mr.тостер. Да. А я вот не помню, как секвойя выглядит. Так, давай тогда хотя бы вот так. Жранёк. Меня маленько подстрелили. Меня что-то заинтересовало, как у нас секвойя выглядит. Надо будет после стрима подзагуглить. Пока не встречалось такого дерева. Обрати внимание.
mr.тостер. Самые большие деревья на планете. Не. Тут, по-моему, прям таких гигантских деревьев не встречается. Толстоствольных, скажем так. Ну, по-моему, вот максимум, знаешь, вот такие вот стволы. Ну, может, чуть-чуть потолще. mr.тостер. Ни тут не встречал пока. Может, в другой локации что-то будет. Тут еще будет Локи болото, город, горы, и еще, по-моему, что-то. Ну, в горах секвойя явно не растет. Это, скорее всего, широколиственное растение. Дерево широколиственное. Ну, типа дуба и так далее. Так, honey, I am home. Вот опять припасы желтые. Пошли в очко нахер. Короче, их не прокормить. Вообще экология 245. Hey, Arthur, what you want? Чего тебе? Ох, какой же ты недовольный сукин сын. А ты бухой дед. Только когда я тебя вижу. See you. Дядюшка. Вечно валяется на полу где-то. Так, ладно. Пойдем квест возьмем. Короче, выполним все квесты в округе, а потом уже будем мутить с этим, с датчем. Kid. Основной. Чего, парень? Ты сильно занят? Ты, я смотрю, тоже не особо обременен. Лени. Не, разве что хочется золотом этих провинциальных олухов, которые, по мнению дача, с Хози лежит и ждет, когда его украдут. Why? А что? I got something. Есть и одно дельце. Вроде прибыльное. И что, я говорил в Ролсе с другими чернокожими. Они сказали, что в болотах к востоку отсюда сидит шайка недоумков, которые считают, что война не закончилась. Гражданская? Ага. Спустя 30 лет ее пламя все еще бушует в горловах этих людей. И явные эти болваны торгуют оружием. И время от времени к ним в руки попадают изрядные суммы. Они много лет продают оружие на Кубу и в Южную Америку. Короче, приятель, с которым я говорил, считает, что сейчас у них скопилась большая куча денег. Даже если денег нет, наверняка оружие лежит. Bunch of crazy. И это все богатство хранит небольшая кучка людей? Да. Я думаю, Worth taking a look at. думаю, стоит хотя бы глянуть. Полностью согласен. Мне сказали, они сидят в одном месте, которое называется Okay. самая гуще леса. Шейби Обел какой-то, по-моему. Тут снова стопудово опять будет перестрелка. Я с самого начала надеялся, что ты пойдешь. Если все так, как мне сказали, там нам будет чем поживиться. Короче, чувак уже весь в предвкушении напиздить как следует всякого барахла. Но, как обычно, бабок дадут фигню. Я вам за одну смерть больше просираю. Которая происходит случайно и мало чем от меня зависит. И мы вдвоем всего пойдем на это дело. You know, Знаешь, кажется, я уже встречал этих психов. Ты опять пил? no. Нет. Well, yes. Ну, то есть, да. Но к ним это не имеет отношения. А, это Ленни, с которым мы набухались. И я его искал по всему бару. Потом там драка была и все такое. Уж потом с ним еще в отрезвителе сидели. I think some of them По-моему, кто-то из них напал на нас сзади, когда мы возвращались с припасами. На мисс Адлер? Ага. И мисс Адлер неплохо справилась. Даже более чем неплохо. actually. She's terrifying. Она страшна в гневе. Вообще мне показалось, что это те же самые ребята. Да уж, в штате Лемой злобные никогда не переведутся. Is it really that Неужто все настолько по-другому в этом штате? Мы недалеко ушли. Похоже, так и есть. Эти парни немного старомодные, но я не заметил ничего. necessarily notice? При всем уважении, Морган, ты не мог заметить. Если бы нас с тобой увидели, тебя, может, обозвали бы любителем негров, но, вероятнее всего, просто скользнули бы взглядом.
Ну а потом пришли бы за тобой ночью. Out west, it's Ну, на западе. На западе, это на западе. И вы, ну, все вы, народ порядочный. Тут, кстати, еще будет встреча с куклукс-клановцами. То есть реально будут чуваки в колпаках, костры жечь, какая-то замутка. Ну, там мини-квест за ними можно замутить. И то ли перестрелять всех, я не помню. Просто у некоторых людей в этих краях у них другие суждения. well now. Тогда, видимо, тебе нелегко придется, Ленни. For you, Lenny. Sorry you're caught Мне up. жаль, что ты во всем этом увяз. Ну, их золото все еще блестит, и пушки стреляют точно так же. Так что я собираюсь обобрать всех этих ублюдков. Раз уж наш чувачок этот больно прытко настроен, возьмем с собой карабин. Okay then. Отлично. Кроме того, это лучше, чем если меня линчуют в Блэквотере. А вместе со мной и всех вас. Согласен. Что-то с Леней прям воинственно настроен. А нас всего двое. Глупо будет такие запасы, там, если там 3-5 человек всего охраняет. Если там действительно вообще хоть какие-то запасы есть. Кажется, мы уже рядом. Это старый особняк, который стоит где-то в Байю. Let's take it slow. Действуй медленно, будь осторожен. If, like you say, these И если, как ты говоришь, эти психи вооружены до зубов, надо придумать какой-то план, прежде чем нас начнут палить. getting shot at. Само собой. Они сказали, найди старое поле боя и поезжай дальше. Да, я здесь был, вижу остатки пушек времен гражданской войны, а также логово наших бравых вояк. Where the wrecked old Civil War holdout? А где же логово наших бравых вояк? Видишь, впереди церковь. Там должен быть их наблюдательный пункт. Говорят, между церковью и поместьем целый день сновали люди. Okay. Ага. И опять кого-то, блядь, задавил. Ух. Реально можно мясо просто по дороге раздавленное собирать. Посмотри на поле, представь, что тебе пришлось здесь сражаться. Yeah, I Да, don't care. не хотелось бы. Hold those reins. Притормозим, давай Let's осмотримся. just take a look around the place. Where we're going's close, but you'll need a mount. Что он сказал-то? Причем лошадь горит. Бля, стопудово 2 шага не доехал. Он теперь выебывается, сидит. Anyway, you were saying, I hear you. Чё ты понял? It doesn't look like anyone's here. Похоже, здесь we никого don't нету. know that for Мы sure. точно не знаем, давай искать дальше. Let's have us a nosy. Hear that? Это слышал? Кто-то едет. Это где-то 3-я запись в моем дневнике. Look there. A wagon. Смотри, Let's see там where повозка. he's going. Так, подожди, все. You're on me now. Right behind you. И сбережения, ты о чем вообще, мужик? Она сейчас стрелять будет. Будем держаться поодаль, просто 2 человека на дороге. Don't we want to stay a little closer? Разве нам не нужно к нему приблизить? Следуйте за повозкой. Поехали. Он со мной? Да, вроде. То что-то пока я там книжки рисовал, тут уже какие-то действия происходят. I think I see something. Так, кажется, я что-то вижу в конце аллеи за деревьями. Возможно, это оно. Возможно. Спокойно. Steady. Блять, слишком близко. Давай, контрольная точка. Вплотную приехал, вот тебе, пожалуйста. Come on. We can get a view on them. Пойдем вдоль этой стены, их будет хорошо видно. Sighted rifle. Возьми снайперскую винтовку, I'll ладно? the other side. You get in cover there. А ты прячься здесь. Так, подожди. Снайперка со мной. Винтовка с откидной. Снайперку взяли. Что-то такое припоминаю. Тостер. Потрачено.
Да. Что проебано да прохуячено, то на дело, блядь, потрачено. Да. Короче, я вспомнил это задание. Мы сейчас будем очень много убивать людей, это раз. Причем со снайперки в основном. Потом через какое-то время наша банда прямо в этом доме будет пастись. То есть мы в этом доме потом обоснуемся. Спустя несколько заданий. You see anything? Видишь что-нибудь? No. Нет. Yes. Да-да, они тут и вооружены, прямо как ополчение. There you're all right. And there Там, по-моему, пулемет вообще у них стоит вот здесь. militia. You got men covering that. Дом охраняют. All right. Some tents. Несколько палаток. I know dynamite crates. Ящик с динамитом я ни с чем не перепутаю. Got something, right? Что-то нашел, да? Got something. Да, что-то нашел. Hit 'em head on. Можем напасть в лоб и устроить честный бой. You could go down there. Или отправить туда тебя одного, якобы с дружеским. With these folks? Этим типам, с дружеским. Главное, собери их в одном месте, и я начну стрелять. Not start shooting. Well, that might be the... Пожалуй, это самая тупая идея, которую я слышал, но я всегда готов устроить представление. Я так понимаю, мне надо решить, да, короче? Принимайте решение. Выстрелить в динамит, отправить Лене. Ну, так и так Мочилова не избежать. Давай хотя бы с фейерверками, да, поломаем. Gonna hit 'em head on. Мы просто нападем на них. Актерское свое перейди для Хози и девочек. Fine by me. Waiting on you. Поехали, хуля. Нихуя тут долбануло. Долго перезаряжается. Мужчина наш. Прям в глаз, как белку ёбнул. Надеюсь, они с флангов нас не обходят. Ладно, посмотрим. Причем каждого чувака можно будет потом полутать. В сердце. Там вот какая-то водня, по-моему, была. Ладно, хер бы с ним. О, пулемет. Хорош. Сейв прострелил. Так, ну с флангов нас никто не обходит, это уже хорошо. Надеюсь, подельник мой меня прикроет хотя бы с фланга. Так. Норм. Блин, шапочку сбил. Ёб твою мать. Норм. Что, есть еще кто? Вперед идем. А, ну и все. Я опять полделянки выкосил, короче, народу. Давай-ка мы вот так сделаем. Now let's grab something and get out. Sounds like a plan. Что там? Ищите оружие в секторе. Эти парни торгуют оружием, так что на повозках могут лежать что-то там. Сейчас мы сначала не спеша всех лутанем. А то мне что-то за каждую смерть по 150 баксов аж жаба душ. Как бы большой объем бабок уже в игре будет не достать, и это последние 4000, которые я смогу заработать. This one looks good. Search it. Тут народу прилично, кстати, положил. I think we should search the crates, officer. На всякую бижутерию, в принципе, можно и потом банде скинуть, пускай разбираются.
Я прям каждого обнесу. Пошли они нахер. Примерно с каждого, если забрать бабки, то, ну, где-то долларов 15 где-то получишь в общей сложности. Ну и примерно на долларов 30, наверное, можно золотишко всякого продать. Какое-никакое прибавка к пенсии будет. Так, один где-то еще. А, он там на балконе валяется. Давай, вот этого мы возьмем. Надеюсь, шариться по дому не заставит. Он двухэтажный и довольно-таки большой. Ну, что застрял? Так, вот здесь у нас еще. Так. Мне прям к оружию. Давай посмотрим. Короче, бабок нет. Славно, ящик новеньких винтовок. Мы можем их продать, верно? Так, пить дать, остальное посмотрим потом. Поехали отсюда. Let's go, let's go. Давай, отвезем в лагерь. Yep. Пошла. Короче говоря, бабок не нашли, но тем не менее... Хотя бы оружие. Главное, чтобы нас еще сейчас кто-нибудь не подрезал. We need to get these back. Это надо забрать с собой. Че забрать? Я вроде все, что мог, уже взял. Так, лошадка. Давай-ка за нами. То мало ли. Ну, где лошадь-то? Все, по идее среагировал. Все, и лошадь норм как бы. А вот это и всадники едут к нам. Так, не горячи. Что за черный день выезжает в Шейди Белл, да еще и на нашей повозке? Так. Налетчик Клеймана. Разрядим обстановку. Мы с вашими братьями говорили о делах. Вы не похожи на людей, с которыми мы бы стали вести дела. Ну да, так-то. Совсем не похоже на правду. Ну, быстрее заряжайся ты. Твой куколка. Все вроде. Леонард. Я смотрю. I can't see anyone chasing. Так, за нами вроде никого нет. Думаю, худшее уже позади, так сказать. Boy, oh boy. Да, господи. Хорошо у тебя получилось. У нас получилось. Давай сперва доберемся до лагеря, а уже потом будем это утверждать. Я знаю, что Шон приносил добычу, но я-то никогда. Но я ничего подобного никогда не доставал. Something to show like this. Шон, ты трепло и хвостун. Тебе незачем смотреть на то, что он делает. I like them. Эй, он мне нравится, между прочим. Ну, может, мне тоже, вопреки здравому смыслу. Но ты, главное, о себе заботься. Шона не было со мной на поездке Левита Корнула. Вам пришлось вытаскивать его из Блэквотера. Но, никаких но. Я и дальше, все те, кого стоит слушать, знаем, что ты делаешь для всей банды. Мы все это видим. Продолжай в том же духе, для тебя жизнь начнет меняться. Okay then. Ну ладно, хорошо. Thank you, Arthur. Спасибо, Артур. Короче говоря, говорит, продолжай грабить, убивать и вынюхивать для нас подобные миссии, чтобы мы обогащались за счет тебя. Тогда у тебя все будет ништяк. Ну, в данный момент тут грабитель ворует у грабителя чаще всего. Честных людей, типа, или какие-то банки мы пока не грабим. Но такое задание тоже будет. Эй, лагерь, вон там, давай доберемся туда. mr.toaster. Блэквотер — это тюрьма. Не, Blackwater это игра. Ой, тут, блядь. Сейчас покажу. Blackwater это город, в котором еще до начала второй части
они хорошенько опиздюлились. Вот это. Сюда типа нельзя попасть. Сюда можно только после прохождения игры, там, в свободном, когда в полете будешь уже летать. Сюда можно, короче, потом пробраться. Тут, типа, самые охуенные кони продаются. Пушки, хуюшки и так далее. Тут, типа, как, по сюжету, они в этом Блэквотере опиздюлились, оставили свои пожитки и слиняли. И потом оказались в горах. И вот когда они оказались в горах зимой, с этого мы игру и начинаем. Вторую часть конкретно. Блэквотер — это город. Но по сюжету, по-моему... Ну, я как-то забегал вот сюда. Мы тут ограбление какое-то... возле этого Блэквотера мы мужика спасали там, когда по каньону нужно было бежать и всех расстреливать. Arthur, Lenny, Артур и Ленни, мы вернулись. These are fine rifles. Винтовки что надо, правда? Пожалуй, оставлю одну себе. Знаешь, I always enjoy. с тобой приятно работать, парень. You know how to fight. Ты умеешь драться? Эй, ты тоже? anytime, Arthur. Сюда, пожалуйста, Артур. Нахер мне эта винтовка, это уже 4-я. Давай патронов, кстати, наберем. У меня, по-моему, на револьвер заканчивается патрон. Че, я зря бабки, что ли, скидываю? Так. Винтовка, ну, блин. Сейчас надо будет долго очень крутиться на месте. О, винтовка. Еще. Надо теперь пистолет где-то всего этого хаоса найти. Пистолет, точнее револьвер. Блять. О. Пистолет. А мне нужен револьвер. Я это не могу посмотреть. Вот. Тихо, тихо, тихо. Вот это вот они, конечно, не очень сделали. То, что надо крутиться на одном месте, чтобы выбрать те патроны, которые тебе нужны. Сделали бы просто контекстное меню какого-нибудь или списком. Типа ты просто подошел, выбрал, что тебе надо, и попиздил дальше. А так крутись, ищи среди этого дерьма все, то, что тебе надо. В пизду, короче. Давай, наверное, золотишко сейчас пожертвуем. Поднимем, так сказать, боевой дух. Пошла ты в очко. Тебя начальник трахает. А то у меня 4 куска, а у них всего 245. Отдать предмет, да. Я тут как раз всякой дичи понасобирал. Да, за одно кольцо, короче, серебряный перстень с эмблемой. Одно кольцо $3 всего стоит. Дорого. Серебряная пляжка. $1. Карма плюс. Уже прям это. Ближе к положительной. Еще. Еще ближе. Дать денег, это предмет давай. Так. $8. Платиновое кольцо, $7. Не густо.
5. Обручальное золотое кольцо $5. Так. Плюс еще карми. Давай еще тогда дадим. Видимо, надо определенное количество предметов давать, чтобы у тебя плюс к карме пошел. Типа, если ты подойдешь, одни часы дашь? Нет, слушай, и так работает. Давай бабла им дадим. На тот случай, просто если там вдруг я опять чуть кого-нибудь не так пошмонаю, там, чтобы можно было более вольно себя чувствовать на дороге. Так, ну давай 100 баксов судим. Ну, почему бы нет? $300 я могу себе позволить. А-да. Плюс карми. Ну и что у нас в итоге? Вот как-то так. Так. Это задание закончилось. Теперь мы идем на основное. Дача. Ну, дача самые такие продолжительные и прикольно продуманные задания. Так. Погнали. Карму себе на всякий случай заранее поправил, мало ли. Вот сейчас замес какой-нибудь попадет. Чуть-чуть. Ага. Здорово, ёпта. Лошадка. А чё это? Ты чё за рысак такой? Ты чьих будешь, холоп? Отпустить. Да, все, Добби свободен. Иди отсюда. Бегает что-то со мной. Какая-то лошадь непонятная. Причем я ее даже не звал. Слова вообще никак. Возможно, это типа первая моя самая лошадь, которая была прокачана, и игра подумала то, что раз уж я в лагере, то я зову типа обоих, ну хотя бы хоть какую-нибудь лошадь я зову, но типа она не могла игра определиться, какую же именно, и поэтому отправила мне двоих сразу лошадей. Походу дача. Угу. Дача у нас в самом городе тусит. Мы тут как-то будем прямо как в GTA банк грабить. Ну, опять, естественно, там масочка во всякой хуйне. Так. Вот этот однорукий чувак, которому мы уже бабки давали, который... А нет, это его кореш, только он без ноги. Эй, слушай, не подкинешь деньжат? Его кореш, короче, без руки с нами обнимался в городе Валентайн. А это без ноги, чел. Конечно. Ну, спасибо. Слушай, ты сам-то откуда? Из окрестных мест. Не здешний, значит? На твоем месте я бы убрался куда подальше. Этот чертов город давно уже утратил душу. Остались только гадкие, презренные людишки, да? Да, с тех пор, как эти Греи здесь поселились. Кучка никчемных проходимцев. Да, они каким-то образом, они разбогатели лет 15 назад. Ну и поселились здесь. Да, они, небось, шпионили на Янке в войну и все такое. Да, ну да. Короче, он тоже местных обитателей не особо уважает. Ну, плюс кармит за $1, почему бы нет. Давай-ка мы патронами закупимся какими-нибудь.
Оружейник. Gun you're after, you'll want to take a look in the catalog. Модифицировать мы что-нибудь можем? Ковбойский револьвер. Болтовая винтовка. Ту-ту-ту-ту-ту. Нож. Давай двуствольный дробовик попробуем. Чистка Got a оружия. fine weapon, but I can make it even finer if you're interested. Weapon's only as good as its stock. Кузнец, Got some так. fine ones cut just for it. Просто так. Просто потому что могу. Короче, боеприпасы мы только возьмем. Смотреть каталог. Might suspicious about the new faces in town. Roads as well. Как бы денег это стоит, но особо я смотрю то, что статов не прибавляет. Так, револьвер как раз патроны. Берем. 5 страниц, все. О, винтовка. Ну, там буквально по чуть-чуть не хватало. Ну и все. Какой-то у нас из оружейников Thank you for your help. держит у себя пацана в подвале на привязи. Вот он. Эй, сюда! Пс. Эй! Why you dressed up Эй, для like чего ты that? так вырядился? I seen some sick Я видел разные извращения, но это что-то особенное. Might take the prize. Нет, нет, нет. Подождите, пожалуйста, вы должны мне помочь. It's that crazy gunsmith. Это все псих-оружейник, он заставлял меня так одеться. He's got me chained to Он the goddamn приковал меня к этой проклятой кровати. То есть, вот таким образом мы нашли случайное событие. Оружейник поехал флягой, у него фляга потекла. Он одел взрослого пацана, одел в детскую матросскую форму и приковал его к кровати. Я помню это задание. Я вот все думал, как же все-таки мимо оружейника тут пройти, чтобы, короче говоря, и в конфликт не вступать, и пацана освободить. Залезал на крышу, обходил весь дом. Ни хрена. Сейчас покажу, как это делается. You gotta do something. Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Он никогда меня не отпустит. Тут двери все вот это вот тут закрыто. Давай-ка мы это дело сохраним. На тот случай, если что-то пойдет не так. Why, welcome, partner. First time? Some ammunition's on the shelves. but Я I не think знаю, it's что он unlocked. болтает. Take Тихо. look at the catalog and I'll pull out anything you'd Предметы. like to see. Прицелиться. Oh, hey. Ну чё, it's a сучка? piss poor move. Ограбить подвал. Теперь только при таком раскладе он нас ведет к своему... I wanna see what's Я in хочу the узнать, что там у тебя в подвале. Показывай, живо. right now. Nothing to know worse than Там ничего ценного нет, я клянусь. Why don't I be the А вот это я уже сам решу. Открывай. All right, all right. Хорошо, хорошо. Мне скрывать нечего. Ain't got nothing to hide. Кассу мы не будем его вам носить. Got my boy sleeping down there. Внизу спит мой мальчик. Будет жаль, если вы его разбудите. You know, you can always come back. Психопат ебаный, знаешь, вы всегда можете что-то... Вы не подходите ко мне. Что я тебе говорил, нельзя так разговаривать с папой. О, слава богу. Пацану уже форма короткая, а он все тусуется в ней. Интересно, сколько он времени тут провел? Ну, он прикованный к кровати. Зона. Он не понимает, что это для его же блага. Пожалуйста, пожалуйста, помогите, он приковал меня цепью.
И вот такая вот. Не отнимайте его у меня. Кроме него больше у меня ничего нет. И тут, пожалуйста, не слушайте этого маньяка. Он у меня не отец. I can't lose him. Я не могу его потерять. Я уже терял его однажды. Please shoot through these shadows. Пожалуйста, стреляйте по кандалам, и я еще одного дня здесь не выдержу. И тут, типа, у тебя встает выбор. Причем таких ситуаций несколько вообще, всегда они происходят. Такие вот случайные события. Можно убить этого чувака, можно этого чувака убить. Можно его отпустить, этого вырубить и так далее и тому подобное. Можно его вырубить, отвезти к ментам, и вот можно изгаляться как угодно. Come on, please. Давай для начала Can I be his son? задам вопрос. Why? Почему ты в костюме моряка? Sailor suit. That crazy maniac На меня его надел этот псих, он думает, что я его маленький сын. kidnapped me. He did. Он меня похитил. Что же, я похож на ребенка? Always in touch Они with все us. хотят поскорее вырасти, да? Aren't they? Ну это взрослый мужик. No, the chain. Не стреляйте в цепи, стреляйте в цепи. Хорош. О, наконец-то, спасибо, спасибо. Ой, что за больной сукин сын. I'm sorry. Please forgive Извините, пожалуйста, простите me. меня. I know it was wrong. Я знаю, что это плохо. Я просто не мог смириться с тем, что его больше нет. У него сын умер, и он флягой потек. Мы с Сэмми пошли к реке, и там я стал учить его, как правильно держать ружье. Отдача отбросила его назад. Shot him backwards. Мы с Сэмми пошли к реке, и там я стал чуть это уже прочитал. Into the river. Он упал в реку. Его так быстро унесло течением. Downstream so quick. It all happened so Все fast. произошло так стремительно. Я не знал, что делать. I searched up and Я down много the дней river ходил bank, по берегу, искал его, но не нашел своего мальчика. but I couldn't find my boy. Да, у крокодила, наверное, сожрали. Miss him so Я так по нему скучаю. And you. Ах ты. А ты напомнил мне о нем. Ты так похож на него. You look just like him. Бля, ну с такой прической я бы сам его завалил. So sorry. Мне так жаль, пожалуйста, простите меня. Please forgive me. It's too late for apologies. Поздно просить прощения. Считай, что тебе повезло, а то ведь я за это мог What убить. you did. Ладно, мы его мочить не будем. Want from me. Не знаю, что там вам еще от меня нужно. Забирайте все, что хотите, мне уже все равно. Вот так. Кошелек. Возьмем. Чисто за беспокойство. И вот это вот оружие. Посмотрим, что там есть. Похоже на хороший карабин. А может и нет. Но у него 14 зарядов. Да, он... Написано лжец. Такие вот, блядь, истории в городе X. Ладно. Кассу я его трогать не буду. А как добрый самаритянин. Можно вообще подчистую его просто вынести. Патроны, хуёны и так далее. Но патроны я недавно купил. Касса, что там, пидорублики. И, по-моему, через какое-то время он будет барыжить опять патронами, как ни в чем не бывало. Так. А где у нас дач? Угу. Заебись, пока с этим пацаном дела решал, короче. Обкашливал вопросики. Дач у нас куда-то спиздился. Ну, тут только ждать. Типа разбивать лагерь, спать, что-то в этом роде. Ладно, тогда чё? Ты как не посмотришь, лучше вечно срет. Твою мать. Вечно гадящая лошадка. Бля, и комнату не снять нигде, по-моему, да? Так
типа быстрее время летит. Газета, магаз, лавка и все. О, удач появился. Тихо, тихо, тихо. Ау, простите, я заплачу за ваш забор. Что-то как-то странно, он то появляется, то пропадает. Хотя время даже не меняется никак. Он у шерифа, короче, тусуется дачно. Конечно, конечно. А, вот мой добрый друг Артур Келлахан. Он охотник и убийственно хорош. Артур, я полагаю, ты не успел представиться мистеру... Ой, извините, шерифу Грею. Как поживаете, сэр? Не жалуюсь. Опасная у вас была работа, правда? О, можете не разыгрывать этот цирк, сэр. Жизнь может быть несправедлива. А это да. И ни один человек ничего не должен другому. Нет, сэр, мне кажется, что судьба сурово с вами обошлась. Когда вы потеряли работу, но здесь, в Роудсе, найдется работа для честных людей. Крепкая штука. Все же, вы вроде выглядите довольно неплохо. Именно, прошу прощения. Но бухой в очко. Тем более. Я же говорю, что мы сделаем карьеру. Помощники шерифа. Ты окончательно спятил? Компания этих пьяниц, недоумков и рабовладельцев. Мы честные воры. Украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму. Романтика. Просто обязаны стать поборниками морали. А шериф Грей, вы вернулись? Послушайте. В этих лесах кто-то варит самогон. Ну, опять же, вспоминается короткометражка советская. Самогонщики, там Вицин, Моргунов, Никулин. Из этого страдает репутация всего округа, а штат лишается доходов. Может, вы, парни, вырвете эту заразу с корнем? А я подумаю, не сделать ли вас постоянными своими помощниками. Мне нужно никаких проблем, сэр. Совершенно никаких. Теперь вы в надежных руках. Люди зря тратят время на пропаганду трезвости. Хорошему человеку выпивка никогда не притупляла. Артур, ты поедешь с помощниками шерифа, а мы с Биллом двинемся следом. Залезайте и поехали. Ну, наверное, на этом мы и закончим, как говорится. А это уже совсем другая история. Продолжим, я думаю, завтра все-таки. В 6 часов, как обычно. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока. mr.тостер. Вицин, Моргунов, Никулин и Собакин.